Лиза. Лиз. Добрый день. Что мне скажут? По экрану это деколор, шаг 2,6. А как называется? Деколор. Деколор. 2,6 миллиметров. Спасибо большое. Просто интересно. Ну, вот эти вот вообще все экраны. А то, ну, понятно, что это как все рода как
Dear participants, please turn your phones into silent mode. Уважаемые участники, просьба ввести ваши телефоны в беззвучный режим. Случайно переключил, случайно туда-сюда подводить. По привычке, извините, пожалуйста. Все? Я ни на что не...
Уважаемые дамы и господа, Ladies and дорогие gentlemen, гости, dear дорогие guests, друзья, dear friends, участники participants заседания клуба of the «Валдай», session of the Valdai Discussion мы Club. начинаем пленарную сессию 21-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Мы провели 4 восхитительных и наполненных дискуссиями дня, и теперь можем, так сказать, попробовать подвести некоторые итоги. Я приглашаю на сцену президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Thank you. Благодарю вас. Добрый день, уважаемые дамы и господа, Good evening, ladies and gentlemen, дорогие друзья. dear friends. Очень рад I'm приветствовать very happy всех to welcome вас на all of нашей you at our традиционной traditional встрече. meeting. И сразу же хочу I would like to thank поблагодарить you right away за участие for taking в part острых, in the содержательных heated and дискуссиях meaningful Валдайского discussions клуба. of the Valdai Club. Мы с вами We're встречаемся meeting 7 on the 7th of ноября. November. Дата значимая date of и great для нашей significance, both for our страны, country, да, можно сказать, и для one всего can say, мира. for the whole world. Русская революция The Russian Revolution of 1917 года, 1917, как в свое время just like нидерландская, the Dutch Revolution, английская, Великая the Французская English революция Revolution and the French стали Revolution в back in известной their степени day вехами became, в to a certain развитии extent, a человечества. milestone in the Во development многом of humanity, определили have ход largely defined истории, the course of history, характер as well as the политики, nature of дипломатии, politics, экономики diplomacy, и economics, общественного and the social устройства. life. Нам с вами также We were выпало жить в also эпоху destined кардинальных, to live по сути, in the times of революционных drastic, перемен. essentially Не revolutionary только changes, осмыслять, но and not и only быть to make непосредственными sense, участниками but also to take part сложнейших directly процессов in the most первой complex четверти processes of the first 21 quarter века. of the 21st century. Валдайскому клубу почти The Valdai Club is ровеснику almost the same age нашего века as our уже century, 20 лет. and it В таких celebrated случаях already 20 часто, years. между прочим, Quite говорят, often, что время people say летит that the time незаметно, flew by, быстро, no one но noticed, в данном случае так but не that's скажешь. not the case here. Эти 2 десятилетия не These просто 2 были decades were насыщены not just full важнейшими, of подчас crucial, quite драматическими often событиями, dramatic events поистине исторического of truly масштаба. historical На scale. наших глазах формируется Before our совершенно eyes, новое a мировое completely устройство, novel не world order похожее is на taking то, shape, что and мы it's знаем unlike из everything прошлого, that we например, know from the past. For Вестфальскую или example, Ялтинскую Westphalian систему. system or Yalta system. Поднимаются новые державы. New powers are emerging. Народы четче и яснее nations осознают свои Understand more интересы, clearly their свою interests, самоценность, their self-worth, самобытность и идентичность. uniqueness and Все identity. тверже настаивают на They're ever more достижении цели insistent in развития achieving и their справедливости. goals of development При and этом justice. общество At the same time, сталкивается с societies большим are coming количеством across a новых greater number of new вызовов, от challenges, захватывающих from breathtaking технологических изменений technological до breakthroughs катастрофических to природных devastating катаклизмов. natural От catastrophes. вопиющего социального From расслоения до outrageous social массовых inequity миграционных to волн massive и waves of острейших migration and экономических most кризисов. economic crises. Эксперты говорят об угрозах Experts новых are talking about the региональных threats of new конфликтов, regional глобальных conflicts, эпидемий, global epidemics, о сложных и about неоднозначных complex and ambiguous этических аспектах ethical aspects взаимодействия of человека interaction и between искусственного human and интеллекта, artificial о том, как intelligence, сочетаются друг с on the другом way традиции и прогресс. the way traditions and Какие-то из этих progress проблем мы с combine вами with each other. предсказывали, встречаясь Some of these раньше, issues we детально даже were обсуждали, used to forecast during our meetings встречаясь and на discussed in detail. Валдайском клубе, а какие-то Valdai интуитивно Club. только And some of предчувствовали, the надеясь на issues, лучшее, well, но we не исключая и intuitive худшего presentiments сценария. about them, hoping for the best, but Что-то, not напротив, ruling стало out the для worst всех case полной scenario. неожиданностью. Some things became a Действительно, complete динамика surprise очень сильная, everyone, непредсказуем современный мир, это because уж the точно. current Если world is so unpredictable and оглянуться на dynamically 20 лет назад If we и take a оценить look масштаб back изменений, а 20 затем years ago and look at the спроецировать scale of эти changes изменения на and предстоящие годы, можно предположить, scale что in следующее the future, we can 20-летие assume будет that the не next, менее, 20 а то и years will более be сложным. more, А no less, насколько, but rather конечно, more зависит complex. But how от much more will множества, depend большого naturally on количества a number факторов. of Для того, factors. чтобы их And in order проанализировать, to analyze попробовать them что-то and спрогнозировать, try to я так forecast понимаю, something, I believe вы that's собираетесь на the Валдайском reason клубе. why you gather here at Наступает the Valdai в Club. некотором смысле момент To a certain истины. extent, Прежде a moment of прежнее устройство truth мира is coming. The previous безвозмездно, world order безвозвратно is уходит, irreversibly можно сказать, becoming a уже thing of the ушло, past. One could say а it has за become a thing формирование of the past, нового and the shaping of the разворачивается new world order серьезная, has become the scene непримиримая of борьба. uncompromising fight. Непримиримая прежде всего по той Uncompromising, first причине, and что foremost, for это the reason даже that не it's not схватка за even the власть battle for power или за or геополитическое geopolitical влияние. influence.
Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культуры цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком? Казалось бы, альтернативы этому нет, на первый взгляд. Но, к сожалению, есть. Это погружение человечества в пучину агрессивной анархии, внутренних и внешних расколов, утрата традиционных ценностей, новые форматы тирании, фактически отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод. Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать. Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. Что мы видим на примере западного либерализма, сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли. И сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения. Наконец, это международные конфликты и столкновения, чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано. Уже говорил, что мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрирует запредельный авантюризм западных политиков. Во всяком случае, некоторых из них. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность, может обернуться мировой трагедией. Вместе с тем, прежние гегемоны, привыкшие еще с колониальных времен повелевать миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силой удержать ускользающее могущество ведут лишь к всеобщей нестабильности и росту напряженности, к жертвам и разрушению. А вот такого результата, к которому стремятся желающие сохранить свою абсолютную, безраздельную власть, такие попытки все равно не обеспечивают успеха. Потому что ход истории остановить невозможно. Вместо того, чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты кажутся готовы пойти на все, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства. Политики Соединенных Штатов, например, и их союзников в последние годы все более заметен принцип «не доставайся же никому». Если не с нами, то против нас. Эта формула, она очень опасна. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется. Хаос, системный кризис уже нарастает и в самих странах, которые пытаются проводить такую политику. У них самих претензии на исключительность, на либерально-глобалистское мессианство, на идеологическую и военно-политическую монополию все больше истощает те страны, которые пытаются проводить такую политику, толкают мир к деградации, вступают в явное противоречие с подлинными интересами самих народов Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Уверен, что рано или поздно на Западе это поймут, ведь в основе его былых великих достижений всегда лежал именно прагматичный,
трезвый was подход, always the pragmatic and sober основанный на approach весьма based on жесткой, very порой harsh and циничной, но times cynical but рациональной оценке rational происходящего evaluation и of what's собственных happening in their возможностей. own capacities. И в этой связи хочу And here вновь I'd like to подчеркнуть, в highlight отличие once от наших again, оппонентов, unlike our Россия не opponents, воспринимает Russia does not западную perceive the Western цивилизацию как врага, civilization as an enemy. не ставят вопрос Does not «мы» или raise the «они». question, Еще раз us повторю, or them, кто не с нами, тот who's против not нас. Мы же так with не us, говорим никогда. he's against Мы не us. хотим We никакого, never say that. никого ничему учить, We don't want to никому навязывать pontificate to свое anyone. We don't want to мировоззрение. impose our Наша worldview on позиция anyone. открыта, Our и она position is an заключается в open one, следующем. and it's the Запад following. накопил The West действительно has огромные accumulated человеческие, indeed tremendous human, интеллектуальные, intellectual, культурные, cultural, and материальные material ресурсы, благодаря resources, которым он может thanks to успешно which it развиваться, can successfully develop, оставаясь одним из remain one of важнейших the элементов crucial мировой elements системы. of the world Но именно system. But одним it is из, precisely one of, наравне с другими активно together with развивающимися other государствами и actively группами developing стран. countries and Ни о states какой and groups of гегемонии countries. в новой The notion of международной hegemony среде in the речи new быть не international может. sphere И когда, is off the допустим, в table. Вашингтоне и в других And when западных Washington столицах and other Western осмыслят, capitals признают этот неопровержимый, become aware of that непреложный and факт, recognize this процесс cold hard fact, выстраивания then the мировой process системы, of building of the global соответствующей вызовам system in будущего, line with the вступит, challenges of наконец, the в future фазу will подлинного finally созидания. enter the phase Дай Бог, of чтобы true это произошло constructive building. как можно I hope to God that it скорее. will happen Это as в soon as общих possible. интересах, It is in в том common числе interests. и прежде всего самого Also in Запада. the interest and first and foremost in Пока же the нам, interest of the всем West. тем, кто As of заинтересован now, в создании everyone who is interested справедливого in и прочного creation мира, of a приходится тратить just слишком and много сил viable на world преодоление have to spend деструктивных too much действий наших effort on оппонентов, overcoming the цепляющихся destructive за actions of the собственную ways of the монополию. West, Ну, это же очевидно. clinging to their это own monopoly. происходит. It's Но это apparent все that it's видят. happening, И and на самом everyone can see Западе, that. и на In Востоке, the и West, на in Юге, the East, везде in the видят. South, and everywhere. Пытаются They're сохранить trying власть и to keep their монополию. power and Очевидные monopoly. вещи. These are apparent things. Эти усилия можно было бы efforts направить с could have гораздо been большей directed пользой и with much отдачей на greater решение use and действительно result общих проблем, которые solving затрагивают common всех. problems that От проблем indeed concern демографии и everyone. социального неравенства Demographic до problems, климатических social изменений, inequality, climate продовольственной change, food безопасности, security, медицины healthcare, и новых new технологий. technologies. Вот над чем That's нужно what было бы we could думать think и about над it. чем всем действительно What we нужно all truly need to работать, всем work on. заниматься. Позволю сегодня несколько Today, таких I will философских allow myself вступлений в several наш philosophical дискуссионный asides, since this так is a что discussion club. надеюсь, это будет в Then струе I hope тех that will дискуссий, follow которые шли in the здесь vein до of the сих пор. discussions that were happening Уже here говорил, before. мир кардинально I и have already said необратимо that the world меняется. is changing От drastically предыдущих and версий irreversibly. устройства It мировой is системы unlike он отличается the previous сочетанием version of world параллельным существованием двух, Due казалось to бы, the взаимоисключающих combination of явлений. parallel Быстро coexistence растущий of конфликт two seemingly фрагментации mutually exclusive политического и экономического phenomena, a правового fast, поля, это с одной rapidly стороны, growing и conflict potential and сохраняющаяся fragmentation теснейшей of political, economic, and взаимосвязанности legal всего field on мирового the one hand, пространства с and the другой. maintaining close Это может interconnectedness восприниматься как of the whole некий world парадокс, space, ведь on the мы other hand, привыкли к can be тому, что perceived as counterintuitive because we're used to the fact описанные that тенденции such обычно trends просто usually идут одна за другой, follow one сменяют друг another друга. and substitute Век one за another. веком эпохи Century after конфликтов и century, разрыва связей the чередуются times of с более conflict and breaking благоприятными off периодами ties are взаимодействия. replaced by more Такова beneficial динамика исторического periods of развития. cooperation. That is the Получается, the что dynamic сегодня of development это of history. не работает. It seems that it doesn't work today. Попробуем немножко let's start порассуждать to на эту тему. maybe have Острые, a bit of a принципиальные, discussion about эмоционально it. Most acute наполненные and principled, конфликты, emotionally конечно, charged значительно conflicts осложняют naturally мировое развитие, но significantly не complicate the global прерывают его. development, but do На not месте put an end to разрушенных it. политическими Instead решениями of и даже военными средствами цепочек взаимодействия возникают chains of другие, cooperation, да, гораздо destroyed by более political сложные, means иногда and military запутанные, means, но appear сохраняющие another, more экономические и complex, sometimes социальные less связи. linear, but Мы they увидели это на maintain опыте economic and social последних лет. ties. We have Совсем seen недавно that in the previous коллективный Запад, years. так Quite называемый recently, коллективный the Запад, so-called предпринял collective West беспрецедентную made an попытку unprecedented отключить attempt to Россию от banish Russia мировой from системы the global экономической и system of политической. economic and Объем political санкций, system. The карательных number мер, of sanctions and применяемых к нашей punitive стране, measures не имеет against our аналогов в country истории. is unprecedented Наши in history. оппоненты Our предполагали, opponents что assumed нанесут that they России would deliver to сокрушительный Russia a нокаутирующий devastating удар, blow and от knock которого out она уже просто не something that оправится, it would not перестанет bounce back быть from. одним It из would stop ключевых being one элементов of key международного elements of international обихода. system. Думаю, нет нужды I think there is no need to напоминать, remind что you произошло в of what happened реальности. in reality. Сам факт The very fact того, что юбилейный Валдай that the собрал такую anniversary edition of представительную Valdai аудиторию, Club has gathered говорит, such a мне кажется, сам representative за себя. audience speaks for itself.
Ну, дело, конечно, не в Валдае, дело в реалиях, в которых мы живем, в которых Россия существует. России нужна мир. И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских, якобы начальников над другими не способны изменить это. То же самое относится и к другим решениям. Против мощного течения не выплывает даже тренированный пловец, какие бы ухищрения, даже допинги он не использовал. А течение мировой политики, мейнстрим, направлен в другую сторону, противоположную устремлениям Запада, от нисходящего гегемонистского мира к восходящему многообразию. Это очевидная вещь. Как у нас в народе говорят, к бабке ходить не нужно. Это очевидно. Вернемся, давайте, к диалектике истории, сменам эпох, конфликтов и сотрудничества. Действительно ли мир стал таким, что эта теория, эта практика больше не работает? Попробуем взглянуть на происходящее сегодня под немного другим углом зрения. А в чем, собственно, состоит конфликт и кто в нем участвует в этом конфликте сегодняшнего дня? С середины прошлого столетия, когда современными усилиями и ценой огромных потерь удалось победить нацизм, наиболее злостную, агрессивную идеологию, ставшую порождением острейших противоречий первой половины XX века, перед человечеством стояла задача избежать возрождения подобного феномена и повторения мировых войн. Несмотря на все зигзаги и локальные стычки, общий вектор тогда определился. Это радикальное отвержение всех форм расизма, разрушение классической колониальной системы и расширение числа полноправных участников международной политики. Спрос на открытость, демократичность международной системы был очевидным. Быстрое развитие разных стран и регионов, появление новых технологических и социально-экономических подходов, направленных на расширение возможностей развития и повышение благосостояния. Конечно, как и любой исторический процесс, это порождало столкновение интересов. Но, повторяю, общее стремление к гармонизации развития во всех аспектах этого понятия было налицо. Наша страна, в ту пору Советский Союз, внесла большой вклад в укрепление этой тенденции. СССР помогал государствам, освободившимся от колониальной или неоколониальной зависимости, будь то Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток или Латинская Америка. И отдельно напомню, что именно Советский Союз в середине 80-х годов прошлого века выступил за прекращение идеологической конфронтации, за преодоление наследия холодной войны, собственно, за прекращение самой холодной войны, и затем за преодоление его наследия, тех барьеров, которые мешали единству мира и его всеобъемлющему развитию. Да, у нас сложные отношения к тому периоду, учитывая, во что в итоге вылился курс тогдашнего политического руководства страны. С некоторыми трагическими последствиями нам приходится справляться, бороться до сих пор. Но сам порыв, хочу это подчеркнуть, сам порыв, пусть и неоправданно идеалистический со стороны наших руководителей, да и нашего народа, порой даже наивный подход, как сегодня мы это видим, без сомнения диктовался искренним пожеланием мира и всеобщего блага, что на самом деле исторически присуще и характеру нашего народа, и его традиции, и системе ценностей, духовно-нравственных координат. Но почему такие устремления привели к противоположным результатам? Вот вопрос. Ответ мы знаем, и я уже неоднократно так или иначе упоминал об этом, потому что другая сторона идеологического противостояния восприняла происходящие исторические события не как шанс переустроить мир на новых справедливых началах и принципах, а как свой триумф, победу, как капитуляцию нашей страны перед Западом. А значит, как возможность по праву победителя устанавливать собственное полное доминирование. Я уже как-то говорил об этом, но сейчас вскользь не буду называть имен, но в середине 90-х, в конце 90-х от одного из тогдашних политических деятелей США прозвучало: теперь мы будем относиться к России не как к побежденному противнику, а как к тупому инструменту в наших руках. Вот этим руководствовались.
Не хватило idea, ни their широты notion. взгляда, They didn't have ни общей культуры, ни политической the культуры, width ни of vision понимания or overall того, что происходит, manners. и незнания They России. didn't understand what was happening. В том, They как didn't Запад understand превратно Russia. и в своих интересах The way the истолковал West то, что falsely and считал to their own benefit итогами холодной interpreted войны, what как it стал believed to be the outcome of перекраивать the под Cold себя мир, War, the way it его started to беспардонная и retail the беспрецедентная world for itself, геополитическая its жадность. brazen and Вот unchecked подлинные geopolitical истоки greed. конфликтов These are нашей the true исторической эпохи, reasons начиная for с conflicts трагедии of our historical Югославии, years, starting Ирака, with the tragedy of Ливии, а Yugoslavia, сегодня Iraq, и Libya, Украины, и today Ближнего of Востока. Ukraine and the Middle East. Западным The Western, некоторым some западным of the элитам Western показалось, elites что believe that наступившая монополия, monopoly that их emerged, монополия, their monopoly, момент однополярности в идейном, экономическом, политическом и даже отчасти военно-стратегическом смысле и есть станция назначения. Все, приехали. Остановись на мгновение, ты прекрасно. Как самонадеянно тогда было объявлено, As they conceitedly said back then, в it этой was the end of аудитории нет history. нужды объяснять, It is насколько близоруким и unnecessary to ошибочным explain in this audience how оказалось это myopic суждение. and false История this notion не was. The history did not come to an напротив, end. On the contrary, вступила it просто в entered новую фазу. a new phase. И дело ведь не в том, что какие-то зловредные враги, конкуренты, подрывные элементы мешали Западу в установлении своей системы мировой власти. Скажем честно, после исчезновения СССР модели советского социалистического модели советской социалистической альтернативы вообще многим в мире поначалу показалось, что монопольная система пришла надолго, чуть ли не навсегда. И к ней нужно просто приспособиться. Но она зашаталась сама по себе, сама под грузом амбиций и алчности этих западных элит. А когда они увидели, что в рамках даже той системы, которую они создали под себя, после Второй мировой войны, конечно, надо признать, победители создавали ялтинскую систему под себя. А потом, после Холодной войны, якобы победители в Холодной войне начали создавать под себя, корректируя эту ялтинскую систему. Вот в чем проблема-то. Ну так вот, которую они создавали под себя своими собственными руками, начинают преуспевать и лидировать совсем другие. Вот чего они увидели. Систему создали, вдруг появляются там другие лидеры в рамках этой системы. Но, безусловно, они тут же взялись корректировать и эту систему, созданную уже ими под себя. Начали нарушать те же самые правила, о которых говорили вчера. Менять ими же самими установленные правила. Так какой же конфликт мы наблюдаем сегодня? Убежден, это вовсе не конфликт всех со всеми, вызванный отступлением от неких правил, о которых нам часто твердят на Западе. Вовсе нет. Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться в взаимосвязанном мире, огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только одним, как я уже говорил, сохранением своего доминирования. И ради этого оно готово разрушать достижения, ставшие результатом длительного развития в направлении всеобщей мировой системы. Но из этого, как видим, ничего не получается. И не получится ничего. При этом сам Запад лицемерно пытается всех нас убедить, что под угрозой то, чего добивалось человечество после Второй мировой войны. Ничего подобного. Я сейчас только что об этом упомянул. И Россия, и подавляющее большинство стран как раз стремится к тому, чтобы укрепить дух международного прогресса и стремления к прочному миру, который составлял стержень развития середины прошлого столетия. А под угрозой на самом деле совсем другое. Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная им на некоторое время в конце 20-го столетия. Но, еще раз хочу это сказать, здесь присутствующие в этом зале понимают, любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может. Да и монополия всегда вредная вещь, даже для самих монополистов. Политика элит коллективного Запада влиятельна, но по числу участников весьма ограниченного клуба нацелена не вперед, не на созидание, а назад, на удержание. Любой любитель спорта
trying не to говоря maintain о advantage. профессионалах, Any в футболе, sports fan, хоккее, not even в talking about любых видах professionals in единоборств, sports, in hockey, in all знают, types of martial arts, игра на they удержание know практически that всегда trying to ведет simply к maintain the поражению. advantage is always a losing game. Возвращаясь к диалектике истории, Going можно back to the сказать, что dialectics of параллельное history, we существование can say that parallel конфликтности и existence стремление of к conflict гармонии, potential and конечно, the strive towards неустойчиво. harmony is naturally Противоречия unsustainable. The эпохи рано или contradiction поздно of должны the era разрешиться sooner or later will синтезом, come to a переходом head through к synthesis другому качеству. and a transition to И при inequality. вступлении в эту When we новую enter фазу this new развития, phase of development, выстраивания building новой of new мировой global архитектуры, architecture, всем нам it's важно important не for all of повторить us not ошибок to repeat the конца mistakes of прошлого the end века, of the past когда, как century. уже говорил, Запад As I've said попытался before, навязать back then, всем West свою tried to глубоко, impose на мой взгляд, on порочную, everyone чреватую there, I think, новыми конфликтами deeply модель amoral выхода из холодной model войны. of exiting the В Cold War формирующемся многополярном мире brought не with должно new быть conflicts. проигравших The стран и emerging народов. Никто не multipolar должен world, чувствовать себя there ущемленным should и be униженным. countries Только and тогда мы nations that сможем feel that they've обеспечить lost. No one действительно should feel долгосрочные условия discriminated для against and всеобщего, humiliated. Only справедливого with и that we can безопасного ensure развития. truly long-term conditions Стремление for к сотрудничеству comprehensive, и just and safe взаимодействию development. уже сейчас, The без strive towards сомнения, cooperation берет and верх. interaction is now, Преодолевая without doubt, острейшие gaining the ситуации, upper hand, overcoming можно смело most acute сказать, что это и situations. есть We can boldly say международный that it is мейнстрим, indeed the international магистральное mainstream and течение the course of событий. events. Конечно, находясь в Naturally, эпицентре being at ground zero of тектонических tectonic сдвигов, shifts вызванных caused глубинными by изменениями sea мировой changes in the системы, global трудно system, it's hard to предсказывать forecast the будущее. future. А поскольку нам But as we know, известно the общее general направление direction of изменений change от гегемонии from к hegemony сложно to устроенному a миру complex многостороннего world of multilateral сотрудничества, cooperation, можно we can попробовать try очертить to draw хотя бы некоторые certain грядущие контуры. Вот наступая certain на Валдайском outlines of the форуме в future. прошлом году, Speaking at позволил the себе Valdai изложить Forum 6 last year, принципов, которые, на I've наш spoken взгляд, about 6 должны быть principles положены в that we основу believe should отношений be на the новом foundation историческом for этапе relations развития. at the new historical stage. Произошедшие события и время, на мой взгляд, только подтвердили и справедливость, и обоснованность выдвинутых предложений. Я попробую развить. Первое. Открытость взаимодействия является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов. Попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие. Прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений, без которых, увы, не обходится международный практика. Недопустимы, например, ситуации, подобные той, что случилось в прошлом году после катастрофического землетрясения в Малой Азии. Исключительно по политическим причинам было заблокировано оказание помощи народу Сирии. Некоторые районы, которые сильно пострадали от удара стихии. И такие примеры, когда эгоистические, конъюнктурные интересы препятствуют реализации всеобщего блага, вовсе не единичны. Безбарьерная среда, о которой говорил в прошлом году, это залог не только экономического процветания, но и удовлетворения острых гуманитарных нужд. А в условиях новых вызовов, среди которых и последствия стремительного развития технологий, человечеству просто жизненно необходимо объединять интеллектуальные усилия. Показательно, что основными противниками открытости стали сегодня те, кто совсем недавно, больше всех поднимали ее на щит. Сегодня те же силы и люди пытаются использовать ограничения как инструмент давления на инакомыслящих. Из этого ничего не выйдет по той же самой причине. Огромное мировое большинство за открытость без политизации. Второе. Мы всегда говорили о многообразии мира как обязательном условии его устойчивости. Может показаться парадоксом, чем быстрее, тем сложнее выстроить единую картину. И, конечно, универсальные нормы здесь должны помочь. Могут ли они это сделать? Спора нет. Это сложно, не просто сделать. Во-первых, не должно быть ситуации, когда модель одной страны или относительно небольшой части человечества берется за что-то универсальное и навязывается всем остальным. И второе, никакой условный, даже вполне демократически выработанный кодекс невозможно взять раз и навсегда, предписать как директиву, как неоспоримую истину. Международное сообщество — это живой организм, ценность и уникальность которого в его цивилизационном многообразии. Международное право — продукт договоренностей даже не стран, а народов.
Ведь Law is an outcome правовое of agreements сознание among неотъемлемая peoples rather и than countries, because самобытная legal часть каждой consciousness культуры, is an каждой indispensable цивилизации. and unique part of Кризис each culture and международного each права, о civilization. The котором crisis сейчас of the говорят, это в international некотором law смысле that has been кризис spoken роста. about in a Подъем народов и sense культур, is которые growing раньше pains, по тем или because иным причинам the fact оставались that peoples на and политической cultures that периферии, due означает, to что их different reasons собственные in the самобытные past представления used to о be праве left и in the справедливости political играют все более sidelines are весомую currently роль. in Они the разные, ascendant, отнюдь and it means разные. that their Отсюда unique можно perceptions and может views and возникнуть notions впечатление of right разнобоя и and какофонии justice and какой-то. Но это law лишь are первый этап playing an становления. increasingly И significant role in убежден, the что world. новое It устройство might возможно только seem на like there принципах is a lack of coordination and многоголосия, dissonance, but гармоничного this is just the звучания всех formative stage, музыкальных and I'm тем. confident Если угодно, that мы the world движемся can only к be built on the principles мироустройству of не polyphony, столько with all the themes being woven полицентрическому, together in сколько harmony. If you will, we are полифоническому, moving в to a котором polyphonic слышны world и, rather than a polycentric world, a должны быть world in услышаны which все all голоса. the Тем, voices кто have to be привык и heard хочет and what's most исключительно important, солировать, listened to. And those придется who have grown привыкать к accustomed to новой playing мировой solo and who партитуре. wants to continue doing Вот that я will уже have говорил, to после get окончания used to Второй мировой living in a войны, new что такое world, международное playing to a право new после Второй score. I мировой spoke войны. about the В основе international law международного after права лежит the Second World устав, War. который был The написан international странами law is победителями. based Но upon мир the меняется. UN Charter, which was written after Конечно, the Second World War, появляются but the новые world is центры силы, changing. New мощные экономики растут, poles of выходят growth на are первое место. emerging. Но, конечно, нужно, Powerful economies are growing, чтобы правовое регулирование тоже менялось. getting to Конечно, the аккуратно это надо делать, но foreground. это And of неизбежно. course, international law has to Право change, but it has to be отражает жизнь, very а не cautiously наоборот. done. Третье, мы не раз Third, говорили, что we've spoken on multiple новый мир occasions может успешно that развиваться a new только на world принципах can only максимальной develop successfully представительности. based on the Опыт principle последних пары of десятилетий наглядно продемонстрировал, к representation, чему maximum приводит representation, узурпаторство, and the чье-то стремление last 2 присваивать decades себе have право clearly говорить и действовать как demonstrated и the других. consequences of Те, кого usurpation принято or называть attempts at великими державами, appropriating привыкли the rights и to speak and act on приучились behalf of считать, others. что они Those имеют who are право conventionally dubbed определять, the great в чем powers have состоит grown accustomed интерес to thinking that they других. have the right Вот to интересно, determine the interests of others. фактически диктовать другим их Basically, национальные интересы, growing исходя used из to своих dictating собственных. Это не только нарушает принципы the демократии и national interests справедливости. of other Хуже всего, nations что это, based on their по сути, own. позволяет This реально is решать, an не undermining позволяет of реально the решать principles of насущные democracy and проблемы. fairness, and what's Наступающий worse, мир it не prevents us будет from простым genuinely или на все addressing свое urgent многообразие. challenges. Чем больше The полноправных участников процесса, incipient тем world is сложнее, not going to be конечно, найти simple, оптимальный owing устраивающий primarily всех due to вариант. Зато когда diversity, он найден, and the есть more fully надежда, что fledged, решение the greater the окажется number of fully устойчивым fledged и participants, долгосрочным. the more А difficult it's еще going это to be to означает find the избавиться, best это позволяет option. избавиться от Everyone is happy with, самодурства и but once импульсивных it's been шараханий. И, found, напротив, it's сделать gonna make политические the world more процессы sustainable осмысленными и and рациональными, durable, and руководствуясь it'll help принципом us разумной get rid of достаточности. petty tyranny and knee-jerk political Так, по большому zigzagging, счету, этот and it'll принцип also заложен render уже political processes more thoughtful and rational его. based on the И principle этот of принцип reasonable Совете sufficiency. Безопасности. Право вето — это что This такое? principle is even applied within the Право UN вето Security Council because the для чего придумано было? Чтобы не veto проходили right was решения, которые devised не устраивают precisely to make sure that игроков на the международной арене. decisions that Хорошо это или the плохо? political Плохо, наверное, для stakeholders кого-то, что are not одна happy из about сторон do not pass. Is that good or is ставит it барьер bad? при Probably not принятии very решений. good, Ну, but хорошо. it creates certain В barriers том when смысле, decisions что are to не be made. проходят But it's решения, also very которые good кого-то не because устраивают. it О чем prevents это говорит? Это decisions говорит, from being ну, о passed чем? if Идите someone в is переговорную not комнату и договаривайтесь. happy with them. So it means that you have to get back to the Смысл negotiating table and поскольку hammer мир out становится an agreement. многополярным, But since the надо world найти is такие becoming инструменты, multipolar которые world, позволили бы we have to come расширить up with применение instruments механизма that will подобного help рода. us В каждом конкретном expand the случае use решение of должно similar быть не просто mechanisms. In each particular коллективным, case, а включать тот a состав solution has to be not участников, just кто collective, it способен also внести has to содержательный и involve значительный the вклад в participants and регулирование the проблем. stakeholders that Это are прежде capable всего of те making a участники, которые substantive and непосредственным significant образом contribution заинтересованы найти to позитивный settling выход the из problem. ситуации. This Потому что involves от primarily этого those who на are деле interested зависит in a их positive будущее, outcome because безопасность, а значит и their процветание. future, Нет security, числа and примеров hence того, как prosperity сложные, depend on но на that. самом There are деле numerous разрешаемые examples противоречия соседних of стран и cases народов when complex, though превращались в solvable непримиримые disagreements between хронические конфликты neighboring из-за nations and интриг и peoples грубого вмешательства degenerated into внешности, intransigent, которым chronic
economic conflicts due to the принципе, scheming and всё brazen равно, что interference дальше of будет с external forces участниками этих who конфликтов. basically do not Сколько крови care much прольется, about сколько what's going to жертв они happen to the понесут. parties to the Они conflict, how просто much blood is going to be руководствуются, spilled, how те, кто many вмешивается со lives стороны, are going to be руководствуются своими claimed. They are исключительными
своими simply those эгоистическими external интересами, forces are при guided этом by не their беря own на selfish себя interests никакой without ответственности. assuming any responsibility. Считаю также, что I also особую роль believe в будущем that будут играть regional региональные organizations are going to организации. play Ведь страны-соседи, a very как бы important сложно role, ни складывались because отношения между however ними, всегда difficult объединяют the relations общий between neighboring интерес countries, they are стабильности и always brought безопасности. together by a Компромиссы common interest просто in жизненно stability and необходимы им для security. достижения Compromises оптимальных are условий vital собственного развития. to achieve the best conditions for their own Ключевой development. принцип Next, безопасности a для key всех без principle исключения. is universal Безопасность security for одних everyone не without может быть exception, because обеспечена за the счет security of безопасности one других. Но я здесь cannot ничего нового be не говорю. assured at the Это в expense документах of the ОБСЕ все security of others. прописано. I'm not saying anything new. Чтобы это It's all исполнялось. in the OSCE Блоковый documents, and it подход, has to be наследие колониальной observed. эпохи The холодной bloc-based войны approach has been противоречит bequeathed to природе us новой from the colonial международной системы. times and the Cold Открытый War, Египет. and it runs В мире counter сегодня остался against лишь the один new блок, international system, which спаянный is так flexible называемой and обязаловкой, open. In жесткими the world идеологическими today, only догмами one и клише. bloc remains Это that is brought организация together by obedience Североатлантического and rigid договора, ideological dogmas, которая, and that is the не North прекращая экспансии на восток Европы, сейчас Atlantic Treaty пытается Organization. распространить свои And it подходы и continues на its expansion другие to the east пространства of мира. Europe, all while trying нарушая to свои собственные project its уставные approaches документы. to other spaces across the world, which просто is a откровенный violation of анахронизм. its Мы не раз founding говорили о documents, той and this is a разрушительной роли, blatant которую anachronism. НАТО On many продолжало occasions we've играть, spoken about особенно the после destructive role that NATO распада continued to Советского play, Союза и especially Варшавского after the договора, disintegration когда, of the казалось бы, Soviet Альянс Union and the утратил Warsaw Treaty формальный, Organization, when ранее seemingly the декларируемый alliance код и had смысл своего lost существования. its formal Мне кажется, raison что d'etre, which had been Мне кажется, declared что before. Соединенные Штаты I понимали, believe что the US этот understood инструмент that this становится tool как бы was becoming непривлекательным, ненужным. was losing its Им-то attractiveness, нужен as it were, был but и нужен they сегодня still needed для it, того, and they чтобы still need руководить that to govern в зоне своего влияния. and to Поэтому manage конфликты its нужны. zone of influence. So they Знаете, need мне conflicts. еще You know, до всех before острых конфликтов all the сегодняшнего acute дня crisis мне европейские of лидеры многие today, говорили, many ничего не European напугает leaders тобой. were telling me, Нам why are страшно, they мы ничего из этих using угроз you to никаких threat не us? видим. Это прямая речь, понимаете? You know, I'm basically quoting them. Но я думаю, что и в Штатах это And прекрасно I think the понимали, US почувствовали. understood that Сами уже full well. относились к НАТО They там, felt that. как к They второстепенной saw какой-то NATO организации. as Поверьте мне, я a знаю, что second-rate organization, but Но trust me, I know what I'm всё-таки saying. эксперты там понимали, что But the НАТО experts нужно. over there А как understood сохранить the его need for ценность, NATO. How do you привлекательность? keep it Но attractive? нужно напугать как следует. You have Нужно to Россию и Европу scare them разорвать между good. собой, You особенно have Россию и to Германию, sow Францию. discord between Europe Конфликт. and Вот и Russia, довели especially до between после Russia and переворота на Germany, Украине France, и до and hence the coup боевых d'etat действий in на Ukraine Востоке, в and the Донбассе. hostilities in the Просто east in вынудили Donbass. нас на They ответные basically действия. force us В этом смысле to добились того, чего хотели. take actions in То же response, самое so и they got what в they Азии wanted. происходит, And на the same is Корейском happening полуострове, in Asia, on the Korean Peninsula, I На деле suppose. мы видим, что In мировое practice, we see меньшинство, that the сохраняя и world укрепляя свой minority военный блок, is надеется trying таким to образом preserve and сохранить reinforce власть. its military bloc there by trying Однако to даже preserve внутри its самого power. этого But even блока within уже this bloc можно itself, заметно there is понимать, a видеть, noticeable что жестокий understanding диктат старшего брата that the strict никак не diktat of the способствует big решению brother in no стоящих ways перед всеми задач. does nothing to Тем более facilitate явно addressing the противоположны tasks at такие hand. устремления интересам And it остальных also стран мира. Is in stark Сотрудничать contrast с to the теми, aspirations кем of other выгодно, countries of the налаживать world, because партнерство со всеми, cooperating кто в этом when it's заинтересован, beneficial, таков building очевидный partnership with приоритет anyone who is большинства interested, стран. that is the evident priority of most Очевидно, countries что on our planet. It's военно-политические и evident идеологические that блоки military, — это еще political and один вид ideological blocks препятствий, are yet возводимых another на type пути of hurdles естественного built развития in the такой way of the международной natural системы. development of the При этом nascent замечу, international что само system. I would also like to понятие «игра point с out нулевой that the very суммой», notion of a когда zero-sum выигрывает game, только where only один, а one все party остальные stands остаются to в win, whereas проигрыше, everyone продукт else stands to западной lose, политической мысли. has been born На out время of доминирования the Запада Western такой political подход thought. навязали And under the всем, Western dominance, this approach как якобы was imposed универсальный. on everyone Но under the pretext of its далеко он universality. не универсальный и работает не всегда. Under Например, no восточная circumstances is философия, that the case. а многие здесь в этом Quite the зале contrary. знают The об Eastern этом, philosophy, не many of понаслышке, не you хуже, а может who've быть даже gathered лучше, here чем я, know построена that совсем and на probably другом know that подходе. firsthand Это even better поиск than I do. гармонии Is интересов, чтобы каждый мог based on another достичь approach. самого And this важного для approach себя, is но не searching в for a ущерб harmony of интересам
interests, when друг. everyone wants to achieve Я what's most выигрываю, important to но them, и but not to the ты detriment of the other выигрываешь. party. I win, but you Да, и stand to win русские as люди well. всегда And в Russians, России, we все as народы well in в Russia, России всегда, all the как это было peoples of возможно Russia,
исходили, когда это было возможно, исходили из того, что главное не продавить свое мнение любыми путями, средствами, а постараться убедить, заинтересовать в честном партнерстве и равноправном взаимодействии. Наша история, в том числе история отечественной дипломатии, не раз показывала, что значит честь, благородство, миротворчество, снисхождение. Достаточно вспомнить роль России в устройстве Европы после наполеоновских войн. Я знаю, что в известной степени это рассматривается как разрад, как попытка удержания монархии и так далее. Дело сейчас совсем не в этом. Views, it's seen as trying to keep monarchies in power, but I'm not talking about the specifics, I'm talking about the general неблокового характера отношений между государствами и народами, сообщества, которое формируется сейчас в рамках BRICS. Это в том числе наглядно иллюстрирует тот факт, что даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с BRICS. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумываются над тесно, более тесной работой. Наша страна в этом году председательствовала в объединении. И совсем недавно, как вы знаете, прошел саммит в Казани. Я не скрою, выработка координированного подхода многих стран, интересы которых далеко не во всем и всегда совпадают, дело непростое. Дипломатам и другим государственным деятелям пришлось приложить максимум сил, так-то на деле показать умение слушать друг друга, чтобы добиться желаемого результата. Немало всего не пришло. Зато именно так рождается уникальный дух сотрудничества. Он основан не на принуждении, а на взаимопонимании. И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке. Добавлю, что площадки БРИКС, встречи предпринимателей, ученых, интеллектуалов наших стран могут стать пространством для глубокого философского, фундаментального осмысления современных процессов мирового развития с учетом особенностей каждой цивилизации с ее культурой, историей, идентичностью, традициями. Дух уважения и учета интересов, основанная на этом основана и будущая система евразийской безопасности, которая начинает формироваться на нашем огромном материке. И это не только подлинно многосторонний подход, но еще и многогранный. Ведь безопасность сегодня понятие комплексное, включающее в себя отнюдь не только военно-политический аспект. Безопасность невозможна без гарантий социально-экономического развития и обеспечения устойчивости государств перед лицом любых вызовов, от природы до рукотворных. Идет ли речь о материальном или цифровом мире, киберпространстве? Пятое. Справедливость для всех. Неравенство настоящее бич внутри стран. Неравенство порождает социальную напряженность и политическую нестабильность. На мировой арене разрыв в уровне развития между золотым миллиардом и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего углублением проблемы миграции. Практически все развитые страны планеты сталкиваются со все менее контролируемым притоком тех, кто надеется таким образом улучшить свое материальное положение, повысить социальный статус, обрести перспективы, а порой просто выжить. В свою очередь, такая миграционная стихия провоцирует рост ксенофобии, нетерпимости к приезжим в более богатых обществах, что запускает спираль социально-политического неблагополучия, повышает уровень агрессии. Отставание многих стран и обществ по уровню социально-экономического развития комплексное. Волшебного средства против этой болезни, конечно, нет. Нужна долгосрочная, системная работа. Но, во всяком случае, и здесь необходимо создать условия, при которых будут сняты искусственные, политически мотивированные препятствия для развития. Попытки использовать экономику в качестве оружия, против кого бы это ни было направлено, бьют по всем. В первую очередь, по самым уязвимым,
hit, по людям and и странам, the heaviest blow is нуждающимся в against the поддержке. most vulnerable, the Убеждены, people что and countries такие that need проблемы, как support. We продовольственная, are confident энергетическая that such безопасность, issues as food доступ к security, услугам в energy сфере security, здравоохранения и access to образования, healthcare and наконец, возможность education, and законного и finally, беспрепятственного orderly перемещения людей and должны быть free вынесены movement за of people скобки have любых конфликтов и противоречий. to be Это и secured есть against being базовые held права hostage to человека. conflicts and controversies because these are Шестое. basic human rights. Мы не Sixth, устаем подчеркивать, we что любое highlight устойчивое международное indefatigably устройство that any может базироваться только на sustainable принципах international суверенного order can only равенства. be based upon Да, the все страны principle of обладают sovereign разным equality. It's true потенциалом, that это each nation очевидно, has и different potential. возможности у них It's далеко не evident, одинаковы. and their В этой связи capacities are часто vastly приходится different. слышать, что That полное often равноправие gives rise to the невозможно, notion that утопично full и equality иллюзорно. is impossible, Но it's особенность utopia, it's современного мира, illusory, тесно but связанного the и characteristic of the modern целостного, world, which как is раз и so заключается в том, что integrated and государства well connected, is на не самые могучие и большие countries that are not зачастую the играют most даже powerful or the biggest one большую роль, чем sometimes can гиганты. punch far Хотя бы above потому, что their они weight. способны более рационально At least due to the и fact целенаправленно that they использовать свой are человеческий, capable of being интеллектуальный, more rational природный and и targeted in the экологический use of their потенциал. human Гибко и intellectual, разумно natural подходят к and решению environmental сложных potential. вопросов, They're agile and задают flexible in высокие addressing стандарты в качестве complex жизни, в tasks. этике, They set в up the эффективности bar in quality управления, of в life, in создании ethics, возможностей для governance efficiency, самореализации in каждого. building the opportunity Формирование for условий self-fulfillment of each and every благоприятной person, in психологической building атмосферы в a обществе, very для favorable взлета науки, psychological предпринимательства, atmosphere искусства, in society, творчества, which раскрытия is favorable таланта молодежи. to the Все development это of сегодня science, становится entrepreneurship, факторами arts, глобального влияния. creativity, tapping the Перефразируя talents of young физические people. законы, These проигрывая в translates смысле, into можно the выиграть factors в of global результативность. Самое influence. вредное, To paraphrase the days деструктивное, of что physics, проявляется в maybe the сегодняшнем force is мире, not that это great, but its высокомерие, efficiency is far отношение к better. кому-то But the свысока, most желание destructive thing today is arrogance бесконечно and и навязчиво high-handedness, поучать. as well as the Россия need никогда to constantly and это не ceaselessly делала. Ей это не pontificate. свойственно. Russia has И мы never been видим, the one что to наш do that, подход and we see that our approach is Исторический опыт productive. Our неопровержимо historical показывает. experience shows Неравноправие, будь то в indisputably that обществе, inequality, государстве, на be that международной within арене, society, within the обязательно state, or ведет in к the дурным international последствиям. arena, will inevitably lead to nefarious Перечислим, хочу consequences. добавить, о чем And I would ранее, like to add может быть, something и не that I упоминал haven't часто, spoken за about несколько столетий over в the many западноцентричном мире centuries of the Western-centric world. выработались We've некие seen the клише, emergence of certain стереотипы, cliches and своего рода stereotypes, иерархии. sort of in hierarchy. Есть, мол, развитый мир, Allegedly, there is прогрессивное the developed человечество, world, progressive некая humanity, a универсальная certain цивилизация, universal к которой все должны civilization стремиться. that everyone А есть is supposed to отсталые, aspire to, whereas there are нецивилизованные also народы, backward and варвары. civilized peoples, Их дело basically barbarians, беспрекословно and слушать, their что им only говорят mission со is стороны, to listen и unquestioningly действовать по to what they're указанию being тех, кто told, якобы and to стоит act at the выше, behest of those who allegedly выше этих stand народов higher than they do цивилизационной иерархии. on this Понятно, что civilizational такая ladder. оболочка для Obviously, грубого this is a колониального cover подхода for a для brazen эксплуатации мирового colonial большинства. approach Но aimed at беда в exploiting том, the что world это, по сути, majority. But the российская thing is, this идеология, is a basically racist пустила ideology корни that в has сознании taken очень root многих. in the И consciousness of many это people. тоже And серьезное this is also a very ментальное serious препятствие для mental hurdle всеобщего in the гармоничного way развития. of Современный universal мир не harmonious терпит не development. только The высокомерия, world но и today глухоты abhors к особенностям haughtiness, but самобытности it друг. Чтобы doesn't выстраивать tolerate нормальные отношения, deafness нужно прежде всего towards прислушаться the к собеседнику, uniqueness of понять его others. логику In order to и build normal культурную relations, основу, you've got to а не listen to your приписывать ему то, interlocutor. You have что to думаешь understand о their нем сам. logic and Иначе cultural общение background, rather превращается than trying в to обмен project on them штампами, what you think в about навешивание them, your ярлыков о own политиках, notions. в разговоре глухих. Otherwise, Вы your понимаете, communication is going to be a dialogue конечно, of но the мы же deaf, видим, labeling and also exchange of проявляет интерес stereotypes. к каким-то самобытным You know, культурам we самых разных народов. know about unique cultures of Внешне different все nations. красиво, On the surface, everything музыка, и looks фольклор, decent, you know, music, the как folklore. бы приподнимаются. Но They're по being сути elevated, политика but в сфере essentially, экономики и the безопасности, economic and она security остается прежней, policy неоколониальной. remains the Смотрите, как same. работает Всемирная торговая Neo-colonial организация. Ничего in не its решается, essence, just потому что look at все how западные страны, основные экономики, все it works, блокируют. because the Все только в Western своих economies интересах, чтобы are возобновить blocking и everything, trying to pursue their постоянно own тиражировать interests. одно I и то же, что refer было to the WTO десятилетиями и example. столетиями They're раньше. trying to Держать всех везде, preserve вот и все.
their dominance for Надо не забывать, что decades and все равны в том centuries, we смысле, have to remember что that все everyone имеют право is на свое equal видение, in that которое не everyone лучше, не is хуже других. Оно entitled просто to their свое. vision. И No нужно это better or no по-настоящему worse уважать. than Именно на этой базе формулируется other взаимное visions. понимание It's just интересов, theirs, and this is the уважение, basis эмпатия, то есть for способность mutual understanding of our сопереживать, чувствовать interests, проблемы as well других, as способность empathy, воспринять ability чужую точку to зрения и аргументы. commiserate, И не to только listen воспринять, но и to действовать the в соответствии с arguments этим, and points of построить views свою of собственную others, and not политику just to в listen, but соответствии с also этим. to build Воспринимать your policies не based значит on that. Because принять и во всем listening to согласиться. Это, others does конечно, not так. Это imply прежде всего simply значит agreeing with признать everything право and accepting собеседника на everything. This собственное is about мировоззрение. recognizing По the right сути, of your это первый interlocutor необходимый to шаг have к тому, their чтобы own начать worldview. находить This is гармонию basically the этих first мировоззрений. step in the Различия, quest for a разнообразие надо harmony научиться in your воспринимать как worldviews, богатство и because we have to learn возможности, to а не как see повод к конфликту. diversity and differences as something precious and a source of opportunities rather than Мы с вами conflicts. понимаем, And this is что also эпоха about the dialectics кардинальных of history. трансформаций — We это время understand you and неизбежных I потрясений, к that сожалению, the era столкновений of интересов, drastic своего рода transformations will новой lead to притирки inevitable друг к другу. При clashes этом of interests связанность and мира shocks. не обязательно Everyone is смягчает going to get противоречия. Конечно, это тоже to правда. readjust И to one может, another, напротив, and отягощать probably иногда, this делать отношения еще более interconnectedness of the запутанными, world, rather than а assuage поиск выхода differences, will гораздо более exacerbate them, сложный. making За them more столетия jumbled, своей and the истории quest человечество for a solution привыкло, что more difficult. предельный Because over the способ разрешения many противоречий centuries of its history, выяснение humanity отношений has при grown помощи accustomed силы. to viewing the Такое use тоже of бывает. force as Кто the сильнее, тот last и прав. resort Этот for принцип тоже resolving differences. Whoever работает. is more Да, powerful is бывает right. и Yes, sometimes такое this principle нередко. does work, Странам and it does приходится happen, and a защищать свои lot интересы of countries вооруженным are путем, forced отстаивать to их всеми fend for their доступными interests средствами. Но современный мир up комплексный in и arms, сложный. Он using становится все all сложнее и means at their сложнее. disposal, but the Решая world of какую-то today is одну becoming проблему, increasingly применение complex. силы создает, конечно, But другие, sometimes using зачастую force to address еще one более problem тяжелые. will И мы breed это another также problem, понимаем. and other Наша problems which страна are going to be even никогда не more выступала и не выступает grave. инициатором применения силы. And we understand that Нам our country has приходится never это been the делать one to только initiate the тогда, use of когда force. We становится only are понятно, forced to do что that оппонент when it ведет себя becomes clear that our агрессивно, не opponent is воспринимает acting никаких, aggressively абсолютно and is not никаких willing аргументов. to listen to И any type когда of это argument. необходимо, мы, And конечно, whenever будем necessary, предпринимать все we will меры take для защиты any России measure и каждого ее гражданина. we need to И and всегда have to do будем to добиваться protect своего. Russia and our Мир совсем citizens, and we will always achieve our goals. нелинеен и The world is внутренне absolutely неоднороден. non-linear Мы всегда and это понимали и inherently понимаем. heterogeneous. Не We've хотел always бы сегодня understood that. You предаваться know, I воспоминаниям, но was not going хорошо помню, to как take the trip down memory lane, but как I в remember very well 1999 году back in возглавил 1999 правительство, when I ну, а потом stood at the стал helm главой of the government, государства. and then I went on to become the head of С state. чем мы сталкивались тогда? You know, there was something we were facing back then. Думаю, что российские I think граждане, the Russian специалисты, citizens которые and в the этом зале experts находятся, тоже хорошо who are помнят. present here remember that Какие силы very well стояли as за well. террористами We на Северном remember Кавказе? the forces behind the Откуда и terrorists в in the каких Northern объемах Caucasus. они We получили know оружие, where from деньги, and in what моральную, политическую, идеологическую, size they were информационную поддержку. getting money and weapons, moral, political Аж and смешно ideological вспоминать. support. И грустно, и You смешно. know, sometimes Я говорю, it's это же Аль-Каида. laughable, but also very sad to remember Аль-Каида those очень плохо, developments, но когда против вас because, you know, воюют, Al-Qaeda, it's bad, but when it's fighting against you, then it's all right. Все это и ведет к конфликту. And all of that breeds conflict. Тогда мы ставили перед собой Back цель then, все время, we fixed сколько a отпущено, goal все for силы ourselves to use all the time используем we для have сохранения страны. to spare no И так, effort to preserve our конечно, это country. было в интересах And всех народов России. it Несмотря на served тяжелейшее the экономическое interests of положение all the после peoples кризиса of Russia, 1998 despite года the и dire economic разруху в straits армии, after the надо прямо об этом 1991, сказать. Мы все вместе, именно 1998 всей страной отразили crisis and атаку the террористов, а armed затем forces и falling into разгромили. disrepair, we've managed to Я rise почему together and вспомнил об repel этом? the Потому attack что of the terrorists снова and went on to у кого rout them. возникла мысль, Why did I choose to remind без you of России that? будет Because лучше. right now there Тогда are those who старались once again come up with the закончить с notion that Россией, the world without Russia is going to be better развалить все, что осталось off. после развала Советского And, Союза. И сейчас, похоже, тоже. They wanted Кто-то об to этом destroy мечтает. what was left after the disintegration of the Думают, Soviet что Union, мир and right будет now there are those послушнее, who think that the будет world is лучше going to be управляться. more obedient, is going to be easier to Но control without Россия не Russia. раз But останавливала тех, on кто multiple рвался к occasions, мировому Russia господству, stopped those кто бы who это sought ни делал. world Так будет и domination, впредь. Да и whoever мир-то лучше не that станет. was. Вот те, And кто пытаются we're это going to do сделать, that. должны это And в the конце world is not
понять. Сложнее только будет.
Наши not оппоненты understand that they находят have все to новые способы, realize that инструменты, it's пытаясь only от нас more избавиться. difficult. And Ну, our это в качестве opponents are still такого, coming up with new instruments инструменты to get rid of используют us. Right now, they're trying Украину, to украинцев, которых instrumentalize попросту Ukraine and цинично Ukrainians as such a натаскивают tool. на They are русских, cynically training превращая Ukrainians их, по against сути, в пушечное Russians, мясо. basically turning И все Ukrainians это into cannon fodder. аккомпанемент разговора And all о of that is европейском accompanied выборе. by conversations Ищите about a выбор. European Нам choice. точно такого не нужно. What kind of choice Мы is that? We защитим don't need себя, that, for наших sure. людей, We will пусть ни у protect кого не будет ourselves на and этот our счет citizens. никаких Let no one иллюзий. labor Но at any роль illusion России этим, to that конечно, end. не But of исчерпывается, course, чтобы себя только защищать и сохранять. this Может, is это not the end прозвучит of несколько Russia's пафосно, но само существование though России — это dramatic as гарантия it may того, что мир sound, but сохранит Russia's very свою existence is the многоцветность, guarantee that многообразие, the world сложность. is going И to это залог preserve its diverse успешного colors, развития. И сейчас stability, могу вам and сказать, что это complexity. не мои This is слова. also Это мне safeguard часто of очень successful говорят наши development, друзья and из this всех is not регионов me мира. who is saying that, Я because ничего не our преувеличиваю. friends from across the world Повторю, мы are telling me that. никому I'm ничего не simply навязываем. repeating them. И не будем I этого would like to никогда reiterate делать. that we're not trying to Нам impose самим anything это on anyone. незачем, We're not никому going to это do that. не нужно. We don't Мы need that. руководствуемся We are своими ценностями, guided by our интересами и values, представлениями о interests, должном, and которые notions of what is right, укоренены в нашей that идентичности, have deep истории и roots культуре. in И, our конечно, мы identity, всегда готовы history, к and culture. конструктивному And диалогу we're со certainly всеми. always И open тот, to a кто constructive уважает dialogue свою with культуру everyone, и because традиции, whoever has respect не for their own имеет culture права на and не tradition относиться с will таким же certainly уважением к have the другим. same А тот, кто type of пытается respect for other заставлять cultures and других вести себя traditions, whereas those who are неподобающим trying to образом, неизменно make others втаптывает в грязь behave и собственные in an корни, improper manner свою will inevitably цивилизацию и trample культуру. their own roots, their Что мы отчасти civilization and наблюдаем. culture. And to a certain Россия extent, this is сегодня what we're witnessing борется today. за свою свободу, Today, Russia за is свои fighting for права, its freedom, свой for its суверенитет. sovereignty and rights. Я вот без преувеличения это говорю, Without потому что на exaggeration, протяжении I'm предыдущих saying that десятилетий because during the вроде как previous внешне все decades, так благоприятно, surface, благопристойно выглядело. Из everything семерки сделали looked so восьмерку. decent because, you know, G7 was спасибо. turned into Нас G8. пригласили. Thank you. Ну, We знаете, were что invited. происходило? But you know what was Вот truly я happening? же видел. Because I saw that Приезжаешь на ту же самую firsthand. восьмерку. Say, you come to the G8, Сразу становится ясно, and it becomes до clear встречи в from the рамках outset восьмерки уже that before the собралась G8, семерочка. the G7 И между had собой что-то a separate пообсуждали, meeting and they had some separate в том числе в отношении conversations, России. А потом and they had приглашают discussed Россию. Russia, and then they invite Russia to talk Так, with them. смотришь на это, You look at all с of улыбкой this смотрел сегодня. with a smile. That is how I А looked на at it. практике But и in так красиво practice, обнимают, you know, и it по плечу is a похлопают. great picture, А на a great практике image, делают все наоборот. the hugs, И все это and, you все know, наступают, и наступают, и наступают. patting on the shoulder. Наиболее But in зримо это practice, they are continuing смотрится to move forward. в контексте on the расширения offensive. НАТО You know, на восток. Обещали, the что не будут, и сегодня most всё flagrant делают, example идут. is the И это, expansion of NATO to the знаете, в east. конце концов, They had promised they were not going to do that, but it was и эта happening, система and the same was противоракетной happening in обороны, the ну, Caucasus, все, по and любому also ключевому вопросу it was happening просто плевать with regard to хотели the нашим. ABM system, Это so в on конечном any итоге key все issue, вместе they стало didn't выглядеть care такая one bit about ползучая our opinion. интервенция, We saw this которая без всякого creeping преувеличения intervention, направлена была which, бы without на any какое-то exaggeration, понижение, а was лучше на разрушение aimed страны, или at изнутри, или извне. demeaning our Добрались, в конце country концов, and at best at до destroying our Украины. country from within Туда and from влезли с outside. базами и с You НАТО. see what they 2008 did to год. Ukraine. Да? They Приняли intervened решение basically with their о bases принятии, in о 2008. том, The что открыть Bucharest двери для Украины и decision was Грузии. made to С open какого, the doors извините, to простоту выражения, Georgia с какого and перепуга? Ukraine. Какие там были Where какие-то did that come сложности, что ли, from? в мировых Had делах? there been any difficulties Ну да, in the спорим world с Украиной affairs? по ценам Yes, we на did газ have там и всё. Ну, had всё равно some решали disputes всё. with Ukraine with В regard чем to the проблема? gas Зачем prices, надо but we это did было manage to arrive Вот at создавать a условия для solution. конфликта. Why did they need to Понятно create же было, к чему conditions это for a приведет. conflict? Because Нет, всё it was равно. И crystal дальше, clear и дальше, и what the дальше. consequences were Освоение going to наших be, исторических but they территорий didn't stop пошло. at that. They were trying to Поддержка project their явно influence режима с across явно our неонацистским historic уклоном. territories. They were supporting the regime which had clear pro-fascist tendencies. Можно смело сказать So, и повторить. it wouldn't be an exaggeration to say Мы that не за свою and to свободу repeat that. We are not не simply за свои fighting for our права, own не freedom только за свой and our суверенитет, sovereignty and защищаем our всеобщие rights. права и We are свободы. also fighting Возможность для for universal существования и rights and развития freedoms. абсолютного We большинства are
fighting for the государств.
chance for every country to в известной степени develop мы видим и миссию on the нашей basis of страны. Всем sovereign должно быть понятно, equality, давить and this is the на mission of нас our country, бесполезно, and everyone а needs вот to understand there's договариваться no с полным use trying to учетом exert взаимных pressure on us. законных интересов мы As всегда for coming to an готовы. agreement К with этому due regard for the призывали и mutual призываем legitimate всех interests of one участников another, this is something we've always been международного общения. ready for, И and this тогда is what можно не we've been сомневаться, что asking all будущие participants of the гости international заседания community to Валдайского do. клуба, And сегодня if пока that еще, может быть, happens, школьники, then студенты, the аспиранты или future молодые ученые, participants of the Valdai начинающие Club, which are эксперты still через school следующие children, 20 students, лет, PhD candidates, накануне young scholars столетия and novice Организации Объединенных experts, Наций, будут and 20 обсуждать years or гораздо so более on the eve of оптимистические the и centenary of the жизнеутверждающие UN, we'll сюжеты, probably talk чем about те, something more которые нам optimistic and приходится обсуждать life-reassuring сегодня. than the Большое subjects and спасибо за we have to внимание. broach today. Thank you very much for your attention. Большое спасибо, Владимир Владимирович, за такое обширное, объемное описание и мира, и российских взглядов на него. Нам, конечно, особенно приятно, что и в прошлом году вы изложили основные принципы именно у нас, а в этот раз их развили. Мне кажется, это уже начинает тянуть на такую доктрину. Валдай, конечно, не претендует на то, чтобы ее назвали нашим именем, но приятно, что здесь она рождается. Владимир Владимирович, мы многие темы, которые вы затронули, обсуждали, конечно, на этой 21-й конференции. И я хотел бы поделиться с вами, мы хотели бы все поделиться некоторыми умозаключениями, которые не на всех, конечно, сессиях, потому что их очень много было, тем не менее, на тех, которые нам показались наиболее важными, это тоже темы, которые вы упоминали. Я хотел бы попросить начать нашего давнего участника, коллегу и вам хорошо известного Руслана Юнусова. Он у нас участвовал в сессии про, извините, искусственный интеллект. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Действительно, мы обсуждали то, что вы затронули в сегодняшней речи, тему искусственного интеллекта. Была отдельная сессия на нашей конференции, она называлась «Искусственный интеллект. Революция или мода?». Но прежде чем я перейду к результатам этой сессии, я бы подчеркнул такой уникальный факт, который в этом году произошел. Сразу 2 Нобелевские премии были выданы за достижения в искусственном интеллекте. Это премия по физике и по химии. Одновременно такого никогда не было. И подчеркивает ли это, что происходит революция в области искусственного интеллекта? Наверное, скорее да, чем нет. Хотя Нобелевский комитет частенько руководствуется и модой в принятии своих решений. Но переходя к тематике уже нашей дискуссии, валдайской дискуссии, я подчеркну несколько аспектов, которые мы обсудили. Начали мы с того вопроса, который многих беспокоит. А вот придет искусственный интеллект и заменит он человека или нет? И особенно в тех областях, где требуется творческий подход, например, наука, искусство. И что мы видим в науке сегодня? Действительно, искусственный интеллект уже вошел в научный процесс. Многие достижения достигнуты благодаря и с помощью искусственного интеллекта. Но при этом мы также видим одновременно, что вытеснение человека не происходит из научного процесса. Скорее, сам прогресс ускоряется, а новые кадры, квалифицированные молодые ребята нужны еще больше. Так что здесь пока мы риска не видим. Также мы обсудили аспекты экономики и искусственного интеллекта. В свое время, во время ковида, в 2020 год примерно, были ожидания, что выход из мировой рецессии будет обеспечен в первую очередь за счет драйвера, такого драйвера, как искусственный интеллект. Вот мы обсуждали, сбылись ли предсказания или нет. Да, конечно, искусственный интеллект уже начал внедряться в экономику, в разные сектора экономики. Но если посмотреть на цифры, то окажется, что те самые оптимистичные ожидания, они не сбылись. Получилось немного более консервативно сегодня. И более того, эти ожидания продолжают быть сегодня. И мы видим формирование пузырей на инвестиционном рынке, что грозит в будущем отрицательными экономическими эффектами. Хотя сам по себе искусственный интеллект как технология, похоже, будет и дальше развиваться и будет основой экономики. Опять же, мы обсуждали вопросы безопасности. Сегодня нельзя не отметить, что террористические, экстремистские организации вовсю используют технологии искусственного интеллекта при вербовке новых членов или в более широких аспектах пропаганды. Фейковые новости, видео, они являются сейчас стандартным инструментом таких группировок. Но, с другой стороны, существует и использование искусственного интеллекта в контртеррористической, в контрэкстремистской деятельности, когда
когда можно выявлять эти самые экстремистские элементы в обществе, но более того, можно влиять на сомневающуюся часть общества и отвратить ее от этих шагов, чтобы она не переходила на сторону экстремизма. И это тоже работает. Когда мы обсуждали, каков баланс, что больше, позитива или негатива, похоже, что позитивных явлений искусственного интеллекта в области безопасности все-таки больше, и хотелось бы, чтобы и дальше этот баланс был в стороне позитива. Ну и, конечно же, на Валдайском форуме нельзя не обсудить политические вопросы искусственного интеллекта. И вот были исследования, которые показали, когда исследователи провели основные модели искусственного интеллекта, генеративные модели, через тестирование на политические взгляды, оказалось, что искусственный интеллект не является нейтральным. Не является нейтральным. У него сильно перекошены политические взгляды в сторону леволиберализма и во многом связаны с взглядами их создателей. И более того, в последние пару лет мы видим, что обучение искусственного интеллекта идет с помощью синтетических данных больше, чем из фактического реального материала. И это также способствует тому, что взгляды этих моделей будут более радикальными. В ближайшие пару лет мы получим первых выпускников вузов, которые в своей деятельности используют, в обучении используют искусственный интеллект. Вот раньше, если мы брали курсовые рефераты, то ребята относились к первоисточникам, осмысляли их, проводили работу. Сейчас можно просто сделать запрос искусственному интеллекту, и тебе будет готов результат. Понятно, что качество обучения упадет. Но гораздо опаснее, на наш взгляд, такое исподволь влияние, которое оказывает искусственный интеллект, формируя мировоззрение молодых ребят, внедряя идеологию в их голову, причем эта идеология формируется во многом не в нашей стране, а за рубежом или даже за океаном. И здесь, как вывод, мы, конечно, понимаем, что необходимо усиливать контроль, регулирование искусственного интеллекта, но при этом, если руководствоваться запретительными мерами, похоже, результата не добиться. Скорее нужно поддерживать и развивать отечественные технологии искусственного интеллекта. Хорошо, что у нас сегодня большой задел сформирован, и большой прогресс мы видим существует. Надо его дальше продолжать, и это, наверное, будет основой технологического суверенитета в этой области. Здесь надо отметить, что Россия является одной из 3 стран в мире, у кого есть полный стек IT-технологий, и это действительно основа суверенитета. Ну и завершая такой мой доклад короткий, наши гости иностранные отмечали, что в некоторых странах уже сегодня есть ограничения, даже полный запрет на использование технологий искусственного интеллекта. Для нас, для России, это скорее возможность. Мы можем проявить себя как технологический лидер, показать себя в этой роли, экспортируя технологии искусственного интеллекта в наши страны-партнеры. Спасибо большое. Ну, если позволите, я 2 слова тоже скажу. Первое, конечно, искусственный интеллект — это важнейший инструмент развития. И один из наших приоритетов, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, и в других областях, использование больших данных, это развитие искусственного интеллекта. С учетом того, что у нас большой дефицит, безработица минимальная, 2,4%, это дефицит, дефицит рабочих рук. И в будущем, конечно, видим решение этих проблем в сфере экономики на пути развития современных технологий, из которых использование искусственного интеллекта одно из главнейших, важнейших направлений. Чего здесь больше, плюсов или минусов? Are there more positive things or negative things? What about nuclear energy? Is it more beneficial or not? The use of peace atom in agriculture, in healthcare, in transportation. Огромную, важнейшую роль играет. It plays a tremendous role, and it will only increase, I'm sure of it, especially considering the climate change, the issues presented by it. Still, we have nuclear weapons, on the other hand. It creates great risks for humanity. The same applies to
искусственного интеллекта. artificial Вопрос, как это intelligence. It's регулируется a matter of и как regulation люди это используют. and the way Вот, that people use it. вопрос, как регулируется. As for Конечно, во многих regulation, странах yes, это регулируется, во many многих countries странах, have the в regulation. некоторых, как вы говорите, даже And запрещают. some even Запрещать, have мне bans кажется, in невозможно. place. I think it's Но все равно impossible to ban это it. найдет себе дорогу. It will still find its way Особенно в through, условиях especially конкуренции. Конкуренция in the conditions нарастает. of competition and Я ever сейчас не говорю increasing one. про I'm not talking вооруженное about противостояние в armed целом. confrontation, but В экономике конкуренция нарастает. indeed there Поэтому is greater competition in в условиях economy. конкурентной борьбы она Amid неизбежна. Competition, Неизбежное it's развитие искусственного unavoidable интеллекта. that И the здесь мы, artificial конечно, можем intelligence would be developing. быть в числе And лидеров, here we could имея в be виду one of the определенные leaders. преимущества, которые у I нас mean, есть. certain advantages that we have in place. Что касается суверенитета, важнейшая составляющая, конечно, вот эти Crucial платформы, element. они Yes, чаще всего these они platforms формируются за рубежом, are usually trained abroad. а они формируют мировоззрение, And they shape the worldview. совершенно верно. Indeed, it is so. Здесь мы должны понимать And we have это to be aware of it. и развивать свой And we суверенный need to develop our искусственный own интеллект. sovereign artificial Конечно, intelligence. нужно пользоваться всем, что We need есть. to make use of everything Да, that's но out there. нужно развивать и свои We need to направления. develop Здесь, ну, у нас our Сбер, own Яндекс competitions. We активно have над этим Sberbank and работают и в Yandex целом that are работают working весьма actively on it, успешно. and they're quite successful. Вот мы, безусловно, будем это все делать. Naturally, Это we'll do all без of it, всяких сомнений. without doubt. Да, особенно там, где он уже сам себя воспроизводит. Especially when Это очень the интересно. AI reproduces itself. И It's very очень interesting перспективно. and very promising. Но здесь есть и свои угрозы, конечно. There are Мы certain должны threats видеть, as well. понимать эти We угрозы need to и see them, соответствующим образом to be fully выстраивать свою aware of работу. them, and to Но, build our work как я уже accordingly. сказал, это одно But из as I have said, важнейших this is one направлений of the нашей most crucial совместной directions of деятельности. our Нашей, joint work. когда я говорю When I нашей, say имею в виду our и work, государство, I mean и специалистов в этой both области, the specialists in и this все sphere общество. and the state and the Потому что whole здесь, конечно, society. возникает очень Because много there are морально-нравственных A lot вопросов. of moral Обязательно на questions это нужно here. обращать We need to pay внимание. attention to it. Вот вы сказали, что взгляды радикальные You've also формируются и mentioned так далее. radical views that Да, have been мы shaped by the своевременно AI. просто должны Yes, этому we need to противопоставить свое counter мировоззрение, that свою точку timely with зрения our own view на and все point of процессы, view которые и to у нас в all обществе processes that are происходят, и в taking мире. place in our Вот society этим and the вместе world. будем заниматься. Вам спасибо, That's что what вы we'll do обратили together. на это Thank внимание. you so much for Большое. pointing that. Будем и дальше Thank you so much. анализировать, We'll что continue to происходит. analyze what's Действительно, happening. Yes, you искусственный must. интеллект в России должен Indeed, the обучаться AI на in Russia российских should be данных, taught чтобы by отражать Russian data нашу to reflect культуру. our culture. И у нас Absolutely есть so. такая And we возможность. have such Точно, an совершенно opportunity. очевидно. Absolutely, it's И apparent. уверен, что у нас все очень I'm все sure получится, that we и will это принесет succeed нам and такую огромную, It will bear fruit for us. будет хорошей поддержкой в It will be нашем great развитии. support in our Огромной выгоды в development. этом состоит. It will be a Спасибо. great advantage. Thank you. Владимир Владимирович, а Mr. суверенный President, искусственный what about интеллект, когда у sovereign нас будет, artificial он нам intelligence? сможет When we русскую have идею it, для 21 века will be able предложить? to present us with a Russian idea for the 21st Он нам century? может только It помочь, can only help us помочь решать те задачи, solve the которые перед нами issues that стоят. we are faced with. Очень важно, как мы их формулируем. It's very important the way we formulate them. Да, и поскольку там он работает Since it- тоже с большими данными, It operates with big data. но у нас есть все возможности, и We have интеллектуальные every возможности, opportunity, и both intellectual and технологические, и technological. большое количество свободной a энергии. great number of Здесь free есть над energy. чем нам вместе поработать. И я думаю, что There is a lot именно of space for us to work here, and такими вопросами, I think that such как вы сейчас matters, сказали, as you have just raised, философскими, philosophical фундаментальными, matters, fundamental matters, все привлекать. we need А to наше уже дело с engage вами all tools, and it's верить up to этому us или не whether верить, to believe it or not когда мы получаем when we результаты receive the result исследований, основанных на современных of принципах the и с quest that использованием we в том числе have искусственного received интеллекта. with the use of Спасибо. artificial intelligence as Смежная well. тема, Thank you. конечно, у нас An обсуждалась, adjacent где topic that искусственный we've интеллект discussed, и цифровизация, там и информация, и все то, что с ней сейчас происходит. А происходит очень много тоже, и плюсы, и минусы во всем. Наш индийский коллега Арвин Гупта участвовал в этой сессии. Прошу вас. took part in that session. Thank you. Thank you. My name is Arvind Gupta, Mr. President, and I come from India. I work on the intersection of technology and society and building a digital public infrastructure for population scale problems. Thank you, Mr. President. You've already addressed some of the issues that my colleague Ruslan here talked about on AI, but I thank you for
listening to our summary, and our expert panelists discussed the issue of something which is adjacent to AI, and I will, in the end, mention that, of information manipulation, surveillance using technology and data, and the lack of transparency in all technology systems today. Mr. President, the group discussed that the internet was designed about 45 years ago to be a global public good. Unfortunately, now, like many other things, it's become very unipolar. It's controlled by a few big tech firms with their own ideological leanings. And some of these platforms or big tech firms are not allowed to operate in countries like India, Russia, Indonesia, and many others for their roles in manipulation and surveillance. The second issue we discussed, Mr. President, was the algorithms that we discussed previously in the AI session also, really define how we think. The AI is actually becoming a new buzzword today, but the algorithms have been around for a long time, and they really define how we think, how we consume, how we elect our governments. And as all of us have agreed, they have a leaning towards an ideology and definitely are not neutral. So the algorithms themselves are biased. The other thing the group discussed was the whole weaponization of information and data. And that, coupled with the biased technology platforms, are giving certain nation states massive power. And it's influencing national security, democracy, and the public order in general. So, Mr. President, you are aware that this has been the form of Western technology platforms. But India presented an alternate model during its G20 presidency to these Western technology platforms. It's a platform which takes society into account. It's a bottom-up platform built around identity, a universal identity system, a universal payment system. It's actually used by more than 1 billion people, and in India, and more than 20 other countries use it. This is to present that how India has created a different vision for technology from the Western vision that exists today. Mr. President, I must commend Russia for succeeding making the Mir platform very successful in Russia in a very, very strong time, and that also shows the power of technological sovereignty that was just mentioned, that it can be done if the desire is there. Mr. President, the issue that you just discussed, I progress with this biasness of technology and technology platforms and the non-neutral nature with what is coming head-on to us, the artificial intelligence era. Given that we let a few big companies control the internet, how do we ensure that that our culture, our society, our national interests are going to be protected in this whole era of artificial intelligence? What kind of guardrails do we need to build from the start to have fair and responsible AI? How do we ensure that like-minded states work together for non-weaponization of AI, for non-weaponization of artificial intelligence? And lastly, Mr. President, we would like to hear from you, how do we build trust in the information that we see in news and technology at large? And that was one of the most defining things that the group debated, and look forward to hearing from you. Thank you very much. Очень важная тема.
this is a very important subject, and it's related to the previous issue, AI, its development and use. And there are several aspects to this matter. To start with, the use of the Internet should certainly be founded upon sovereign algorithms. This is something we have to aspire to. Secondly, on the part of the government, it's very difficult. It's possible, but it's going to be counterproductive if we try to prohibit everything, if the government chooses this path. In Russia, the professional community has arrived at an understanding on the rules for doing the business in the Internet. And this professional community has assumed several independently developed self-restrictions, trying to prevent any destructive influence upon society, especially on young audiences. And I think this kind of self-regulation is one of the views. It's one of the ways to ensure the interests of the majority. But of course, the Internet has to comply with domestic legislation of the country it's being operated in. It's evident. That said, we are witnessing manipulation of information. Unfortunately, this does happen, but I would like to reiterate, if the Internet complies with domestic legislation, and it should be the case, then this will allow us to minimize potential negative consequences. I do understand the technological difficulties and restrictions. It's going to be a tall order, but if we choose this path of engaging with the professional community, that sees where the threats might be coming from for society, then it's going to be a way for the professional community to address those threats on its own. But of course the government should be willing to lend a helping hand. For such countries as Russia and India, this is a task that can be addressed. We have very good, top-notch specialists and experts. We've got very good schools of mathematics. We've got people who have proven to be leaders in this field. Well, even if their companies are not yet leaders, they themselves, as experts, have raised to prominence in the field. So we've got everything we need, especially in such countries as India and Russia. Now, as for the mere payment system that you have mentioned, to an extent, it's been a success, it's working, it's functioning, it could function even better, and it could be expanded if there had been no artificial barriers put in the way. But even though these barriers are being built, mere payment system is developing, and we're going to replicate this success. The issue of the Internet, it has become a permanent fixture of our discussions. You said that the Internet was created as a public good to serve the benefit of humanity. Well, of course, it was built for other purposes in the very beginning, but at a certain point in time, its goals change. And we've got to make sure that our activities in the Internet, just as any other type of human activity, should be in compliance with moral and legal requirements. Of course, technologically, it's not always easily achievable, but it can be done. Society has to protect itself against destructive influence. But at the same time, we've got to ensure free exchange of information, and we also have to make sure that it benefits the development of countries
countries and the international community at large. And we in Russia are going to pursue this path. I know India follows suit, and we're going to work together on this subject. And thank you for paying so much attention to this issue. But of course, it's impossible to overlook this matter or not to work on that. So I wish you every success. Mr. President, do you use the internet yourself? Well, you know, I'm a very novice user. I can press some buttons to look something up. So you happen to do that. Our systems, yes, your systems. Спасибо. Very good, thank you. That is a consolation. Мы подробнейшим образом обсуждали окружающую среду, состояние мира с точки зрения климата и так далее. Я попрошу нашего доброго товарища Расидана Махараджа из Южной Африки сказать. Thank you very much, Mr. President, also for updating us that the dialectic of history continues itself. Environmental problems, as you mentioned as well, cannot be solved separately from redressing global inequality problems. The World Meteorological Organization, the international weather body, recently noted that human-caused climate change has resulted in widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere, and biosphere. The year 2023 was the warmest on record by a large margin, with widespread extreme weather. This trend continued into the first half of 24 and continues. According to the WMO, the science is clear. We are far off track from achieving vital climate goals. The impacts of climate change and hazardous weather are reversing developmental gains and threatening the well-being of people and planet. Greenhouse gases and global temperature at a record level, and the emissions gap between aspiration and reality remains high. The colonial and imperial phases of globalization largely established the current world systems, and they essentially premised, as mentioned by you in various parts of your update, upon unequal exchanges between the global north, global south, or as we frame it, the global minority and the global majority. Some colleagues, Hickel and Associates working at London School, calculated that the global north extracts raw materials, land, energy, and labor worth approximately $10.8 trillion US in 2015. Just that number could have ended extreme poverty 70 times over. Between 1990 and 2015, that 25-year period, the cumulative drain from the global south was approximately $242 trillion US. It's abundantly clear. Unequal exchange is a significant driver of global inequality, uneven development, and ecological breakdown. Whilst his heroic struggles for national liberation challenged aspects of colonial and imperial subjugation, the institutional apparatus established after the Second World War or the Great Patriotic War have served to maintain the hegemony of the global north and specifically the advantages of the G7. The global COVID-19 pandemic exposed the structural flaws in our international system, while reminding us, as you've mentioned as well, that no one is safe unless we are all safe. Our collective scientific and technological competences, however, generated rapid solutions that helped us save lives. Notwithstanding, we are again witnessing attempts to weaponize intellectual property systems through restrictions on how knowledge is shared and against the transfer of technologies. These must be collectively resisted and condemned. All countries should seek wider and deeper cooperation and collaboration to accelerate the co-construction of knowledge, to enable just transitions from the unsustainability of the extractive exploitation without receiving the benefits of this value addition. Efforts at reforming international institutions that continue to facilitate the
process of unequal exchange, however, generates more and more frustration and despair. Even as acknowledged recently at your successful 16th BRICS summit in Kazan, this was from the Secretary General of the UN, the current international financial architecture is outdated, ineffective, and unfair. This was echoed even recently from just to the west of us in a global policy forum in Germany, which determined that these institutions have failed in their mission to prevent and mitigate crisis and to mobilize sufficient financing for internationally agreed development goals. Our common security can only be enhanced by actively reducing these inequalities in world systems and actively promoting knowledge sharing, ensuring equitable opportunities for the development of all. Now, I want to round this by saying our very survival is at risk should we fail to match our rhetoric with our actual practices and the resources to support all countries facing increased environmental degradation, climate change, and ecological precarity. Enduring peace could be a collateral benefit of such progressive transformations. Thank you very much. Конечно, то, чем вы занимались, certainly the subjects that you have broached in the course of your discussions в дискуссиях с своими коллегами здесь на with your colleagues here at the Valdai Club, это одно из важнейших направлений. One of the main исследований для человечества, потому что сейчас не будем вдаваться в детали. For the whole humanity. I'm not going into detail right now, nor am I going to discuss what is happening and the reasons for that. Well, yes, we understand that there is a global warming. We're not going to discuss whether that is happening due to anthropogenic activities, that maybe there are other influences coming from space, maybe there are some cycles in the history of Earth. But evidence for climate change is there. Climate change is happening, and it would be wrong not to do anything. We in Russia know full well that this is happening because in Russia the warming is happening at a faster pace than anywhere across the world. Over the last 15 years, we have registered a 0.5 degree increase. Across Russia and in the Arctic, it's been 0.7 degrees, and 60% of our territory has permafrost. So it has practical implications for us, because we have cities and towns and settlements in the permafrost, and there are productive capacities deployed over there. So this warming is going to have serious implications for us. So we're well aware of what is happening. Incidentally, одна из самых зеленых энергетик в мире. One of the greenest energy mixes across the world. 40% of our energy в структуре энергетики, 40% газовой генерации. Comes from natural gas. Еще атомная генерация, гидрогенерация и в общем и целом 85% низкоэмиссионной генерации в структуре российской экономики. Это одна из самых зеленых генераций в мире, структур. Sources of energy. This is one of the greenest energy mixes across the world. Another 20% of all the forests are in Russia, so we have a very big absorbing capacity as well. And we are keeping that in mind. We have plans to that end. We've publicly announced these plans. We have антропогенных выбросов. И, безусловно, будем это делать. Кстати говоря, те, кто больше всего шумел на этот счет, они действуют, к сожалению, для всех, и для них, наверное, тоже в совершенно обратном направлении. Допустим, угольная генерация в Европе резко увеличилась. Совсем недавно все шумели в Европе по поводу того, что нужно закрывать угольную генерацию. Сейчас не только не закрыли, а увеличили ее. Странно просто, но факт.
have got back to coal generation, paradoxical as it may seem. It's a fact. Ну, это уже отдельная Maybe тема. it's been done under some Значит, made-up political notions, but that happened. по поводу искусственных барьеров, You have связанных spoken для about развития artificial barriers in развивающихся the экономик, way of связанных с development. Because the экологической development of повесткой. developing nations Да, is tied to вот the эти так environmental называемые agenda. зеленые It's барьеры, true that there которые are начинают these некоторые green страны создавать для barriers that развивающихся several государств, countries для are building. развивающихся I mean, рынков. developed countries Но are это, building конечно, these green barriers это for the developing просто markets. новый инструмент они This придумали is для yet того, чтобы another сдерживать tool they развитие. have come up with to constrain the Пожалуйста, development of если new все так countries. озабочены well. и искренне If you are озабочены so concerned изменениями климата, о about чем мы, climate конечно, должны change думать, но тогда and обеспечьте you're sincere in that тем concern, странам, которые then тоже you have готовы to работать provide в этой those сфере, countries who are обеспечьте им willing to источники embark on the same финансирования path и with технологии sources of для того, funding, чтобы они provide могли them with the спокойно, technology they require безубыточно to переходить на эти новые технологии. А иначе что, они должны тащиться в хвосте прогресса? И справедливо некоторые говорят, ну вы-то, те, кто от нас требуете сегодня немедленного перехода на новые технологии, вы-то использовали все источники энергии ранее, да? Вы загрязнили всю атмосферу, а теперь от нас требуете, чтобы мы немедленно перескочили в новые уровни генерации. Ну как же мы можем это сделать? Или мы должны тратить все последние наши ресурсы на новые технологии, да, которые должны у вас и закупать, и вам платить опять же за это. Но это тоже один из инструментов какого-то неоколониализма. Дайте возможность людям жить нормально, развиваться. И если вы так действительно искренне считаете, что все вместе должны мы об этом заботиться, источники финансирования, пожалуйста, обеспечьте. И технологии передавайте, а не ограничивайте эти технологии. Я с вами полностью согласен, если у вас ваше выступление намек был именно на это. Ну а как иначе? Это то же самое касается и финансов. Но действительно, я уже говорил, по данным наших экспертов, я им полностью доверяю, только на том, что доллар является мировой валютой, Соединенные Штаты за последние 10 лет получили просто так, из воздуха, $12 триллионов. Просто так. За счет того, что они имитируют, раздают, потом эти же деньги поступают, как правило, в их банки, в их финансовую систему, и там еще стригут, получают от этого выигрыш. Но это счетная позиция. Просто так. С неба сваливаются эти деньги. И это, конечно, тоже все должны учитывать. Но если эти деньги за счет эмиссии существуют, получают доход вот так вот, просто так сверху. Вот источник финансирования, в том числе и экологической повестки. Дайте поделитесь тогда этим доходом, который с неба вам свалился. Значит, если вы так обеспокоены экологической ситуацией. Здесь, если у вас был намек на это, вы абсолютно правы. Здесь трудно с этим не согласиться. Так и надо делать. Пожалуй, в этом состоит мой комментарий. То есть добавить еще много чего есть. Владимир Владимирович, а вас президент Алиев случайно не звал на конференцию по климату на следующей неделе? Я был там не так давно. Президент Алиев, мы с ним договорились, что Россия будет представлена на высоком уровне. Участие в этом мероприятии примет председатель правительства Российской Федерации. Плавно перетекаем к теме, которая нас всех волнует, потому что мы все-таки в основном международники. Вами же высказаны идеи евразийской безопасности. Мы посвятили этому много дискуссий. Валдайский доклад во многом в этом году об этом. И сессия была очень интересная. Я хочу попросить нашего друга Глена Дизена из Норвегии изложить основные выводы. Thank you. Mr. President, my name is Glenn Diesen. I'm a professor of political economy from Norway. And yes, our panel was on Eurasian security. I would just like to outline three main points. The first was that the source of conflict today appears to be
a conflict between unipolarity and multipolarity. Now, to a large extent, this represents a new phenomenon in international affairs. As in the 19th century, we had the United States as a dominant maritime power in conflict with the Russian Empire as the dominant land power. In the 20th century, we had the United States as the dominant maritime power against the Soviet Union. And in the present time, it's somewhat different, as we have the United States, again, as the dominant maritime power, but on the Eurasian continent, we're now seeing the emergence of multipolarity, which also presents a lot of new opportunities, because even the largest economy, China, doesn't really have the capability, or it doesn't even display the intention of attempting to dominate this continent. Instead, we see initiatives being put in place for multipolar Eurasia. So this puts us, therefore, in a conflict between a unipolar system attempted to be restored by the United States versus a multipolar system. And the global majority seems to obviously prefer the multipolarity, which is why I think BRICS has been such a great attraction to many countries. However, in our discussions, we also discovered a consensus that there was some concerns, or at least a desire for Eurasia to be an anti-hegemonic movement as opposed to being anti-Western. As the objective should be to harmonize interests and end this era of bloc politics as opposed to Eurasia merely becoming a bloc. And again, the attraction of BRICS countries towards this Eurasian format largely rested on this idea that we could overcome the bloc politics rather than succumbing to it. The second point we had was that the appeal of Eurasia is also, to a large extent, the multi-vector foreign policy. This is the ability to diversify economic connectivity with all the major poles of power. And this is seen as a necessity to, or a requirement to have more political independence, to have more autonomy in foreign policy, and not merely be a spectator in international affairs. And yet again, this is why most countries do not want to choose between competing blocs, but instead find a way of harmonizing. And again, the global majority wants Eurasian multipolarity, as this is a requirement for genuine multilateralism and not the false one, which has often been promoted under Washington. The third and final point was that the multipolar Eurasia has certain systemic incentives for harmonizing interests. Because the great powers in Eurasia, they have somewhat different formats for Eurasian integration. They have different interests. We can see this also with Russia and China, but we also see that none can really pursue their objectives or formats for integration without cooperation with these other centers of power. So this creates incentives to harmonize interests, and it seems that this is also what has made BRICS successful. As I remember a decade ago, many people expected Central Asia to be a clash point between China and Russia. Instead, we see it becoming an area of cooperation instead. So this gives optimism to other parts of Eurasia as well. And this is drastically different from the alliance system, which is usually used to advance unipolarity. In your own speech, you refer to the imperial impulse of dividing countries. So under the alliance system, there's always an interest in having division between China and India, between the Arabs and the Iranians, between Europe and Russia, simply because this helps to divide the region into dependent allies and weakened adversaries. So, so in the spirit of harmonizing interests, I also had a question premised on the inability we had in Europe to establish a mutually acceptable post-Cold War settlement after the Cold War. And I think this has been a source of many of our tensions. We never established a system based on indivisible security. Instead, we returned to bloc politics and abandoned some of the hopes we initially had in the early 90s by instead going with NATO expansion. So my question was if Eurasian multipolarity can offer a different format for cooperation between Russia and Europe as well. I asked this because I had a few years ago a book with the title Europe as the Western Peninsula of Greater Eurasia, and I was wondering on your opinions if you see any possibility for such a path forward. Thank you.
Прошу прощения. Please forgive me. Sorry. Можете повторить самое Could you please repeat what you were saying in the end? Could you formulate the question yet again, please? Sorry, well, my question was, premised on the idea that across Eurasia we've seen many countries being able to overcome their differences, their political differences, through economic connectivity. We see this, for example, the deals the Chinese were promoting between the Arabs and the Iranians. And I was wondering if some format for Greater Eurasia, in which Europe would be a part of this Greater Eurasia, if there's some ability to use this BRICS or some other institutions to also foster better relations with Russia and Europe, so we can overcome this bloc politics in Europe, which we never were able to overcome after the Cold War. Вы знаете, после того, как холодная война закончилась, в принципе, был шанс преодолеть это блоковое мышление и саму блоковую политику. I can repeat it. After the Cold War came to an end, there was a chance to overcome the bloc mentality and the bloc politics. Но я уже говорил в своем выступлении. However, as I mentioned in my statement, уверен, что просто Соединенным Штатам это было не нужно. Видимо, они там подиспугались, что контроль за Европой будет ослаблен. И хотели сохранить его и сохраняют, больше того, усилили контроль. Просто мне думается, что это просто приведет, когда-то приведет все равно к ослаблению этой системы подчиненности вассальной. Но мы же видим, что... я не, знаете, я сейчас не вкладываю в то, что сейчас скажу, ничего плохого, я не хочу ни в чем никого не обвинять, не упрекать, там, боже упаси. Но мы же видим, что многие европейские страны, практически все страны Европы, члены НАТО, они во вред своим интересам совершают действия, которые идут на пользу американской политики, американской экономики. Чего там? В США, в некоторых штатах, энергоносители стоят в 3, в 4, а то и в 5 раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Ну, конечно, значит, сознательно принимают решения по налоговой системе. Там, снижают налог на прибыль, допустим. Создают условия для перевода предприятий, целых предприятий, отраслей из Европы на территорию США. И некоторые переезжают. Сначала это коснулось тех, которые непосредственно связаны с первичным источником энергии. Это производство удобрений, стекольная промышленность, еще некоторые другие производства. Они просто свернули свою деятельность, стало нерентабельно, перебираются туда. Потом это на втором передел. Сейчас вот затронуло. Так или иначе это связано с металлургической промышленностью, а потом сейчас вот автомобильную промышленность затронуло. Можно сколько угодно сваливать, правительство сколько угодно могут сваливать на якобы неэффективную работу менеджмента той или иной компании. Но это результат их политики прежде всего. Правительственной политики. А потом же в этих условиях менеджмент должен был что-то делать, чтобы спасать свои предприятия, рабочие места, но не всегда это возможно. Вот. А если, и поэтому вот тот конфликт, который сейчас, к сожалению, участниками которого мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам добиться вот этого укрепления своей ведущей роли, мягко говоря, вот, полуколониальная зависимость стран оказалась. Честно говоря, даже я этого не ожидал. То же самое с Японией происходит. Мы ничего плохого Японии сделали? Это ничего вообще. Нет ни одного шага, ни одного слова. Они взяли против нас санкции. С какого перепуга? Но теперь вопрос возникает, а что с этим делать? Ну, мы же ничего не делали. Есть коллеги из Японии, наверное, вопросы будут такие. Вот. С Европой еще хуже. Знаете, я уже говорил, но я не откажу себе в удовольствии вспомнить разговор с бывшим канцлером ФРГ Колем в
to my conversation in 1993 with ex-Chancellor Kohl. I had the chance to be present at the conversation with the former mayor of St. Petersburg. Back in the day, I still had some German in me, and I acted as an interpreter between them. He let go of the interpreter and he said, go and take a rest. I stayed and I interpreted for them. For me, as a former member of external intelligence of the Soviet Union, it was so surprising to hear what he was saying. To be honest, I was listening to them, I was interpreting. And to put it mildly, I was extremely surprised, because I still had cliches of the Cold War mentality in my head. I was a member of intelligence of KGB of USSR, and all of a sudden, Chancellor Kohl started saying that the future of Europe, if it wants to preserve itself as an independent center of European civilization, the future is only with Russia. We need to bring together our efforts. I was simply agape. He continued in the same vein, and he spoke about his vision, about the development of situation on the American continent, the way the U.S. will continue to build its policy. Well, I will not give it verbatim. Well, he didn't say anything bad about the U.S., but he simply gave his expert opinion, not just a chancellor, but more like an expert. And in essence, I think 85 or 90% what he spoke about is happening. I can see it. And everyone can see it as well. И, конечно, мы должны попытаться выстроить систему безопасности на Евразийском континенте. Он огромный, этот континент. И, конечно, Европа может и, на мой взгляд, должна быть неотъемлемой частью этой системы. Вы сказали о том, что даже пометьте, КНР не имеет возможности и не хочет там, играть какую-то доминирующую роль. Вы сказали про Центральную Азию, я сейчас тоже скажу об этом. Мне кажется, здесь наверняка есть наши друзья из Китая. Да, в философии китайцев нет такого. Они не стремятся к доминированию. В этом весь фокус. В этом привлекательность той теории или того предложения, которое сформулировал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Один пояс, один путь. Один пояс и один общий путь. Это не только китайский путь, это общий путь. Они как раз, во всяком случае, в двусторонних отношениях, у нас именно так и звучит, именно так и действует, в интересах друг друга. И что происходит в Центральной Азии? Все рассчитывали там, на какое-то столкновение или трение России и Китая в Центральной Азии. Да нет, там, понимаете, в чем дело? Там, это же страны с очень молодой государственностью, еще с экономикой, которая требует серьезного развития. Там демографические процессы нарастают. Скажем, в Узбекистане. Там каждый год плюс миллион человек. Плюс миллион. Представляете? 27 или 28 миллионов уже населения. И плюс миллион каждый год. В Индии плюс 10, как мне говорил мой друг, господин премьер-министр Моди. В Индии это 1,5 миллиарда человек живет. В Узбекистане 38. Да, скоро 40 миллионов. И каждый год миллион. Это очень много. Там много проблем. Если Китайская Народная Республика приходит, помогает этим экономикам, а это значит, что как результат экономического сотрудничества значит, стабилизируется и внутриполитический процесс, стабилизируется государственность. Россия в этом только заинтересована. Мы хотим, чтобы там была стабильная обстановка и стабильное развитие. Это и в наших интересах. Поэтому там соперничества никакого нет. Там сотрудничество есть. И это не мешает развитию наших традиционных связей с этим регионом мира и страны Центральной Азии, которые столетиями входили в состав Российской империи, Советского Союза, не только не помнят, они дорожат нашими особыми контактами, особыми связями. Это идет только всем на пользу. Если мы таким образом
создавая систему безопасности на евразийском континенте. А сейчас опять, кстати говоря, я же слышу, что там в некоторых европейских странах происходит, что говорят, опять начали говорить о создании единой системы безопасности от Лиссабона там, до Владивостока. Опять возвратились к тому, о чем Деголь, по-моему, в свое время говорил. Он, правда, говорил до Урала, но на самом деле речь должна идти до Владивостока. Если опять эти идеи нам возникли, но если они, наши коллеги, вернутся к этому, да, и самое главное, что вы сказали, о чем я упомянул, и что записано в документах ОБСЕ, чтобы безопасность одних не шла, не вступала в противоречие, не нарушала безопасность других. Вот это очень важно. Значит, и если мы это все сделаем, если повысим, как вы тоже упомянули, уровень доверия, вот сейчас самая главная проблема на нашем евразийском континенте, главное между Россией и европейскими странами, это дефицит доверия. Можно как угодно ругать Россию, и, наверное, мы тоже допускаем много ошибок. Когда нам, слушайте, говорят, что мы пошли на подписание Минских соглашений по Украине только для того, чтобы дать возможность Украине перевооружиться, и совсем не собирались мирным образом, способом решать этот конфликт. Но какое же доверие может идти речь? Вы что, ребята? Какое доверие? Вы прямо публично заявили, что вы нас надули, соврали нас и обманули. А какое доверие? Но нам нужно вернуться к этой системе взаимного доверия. Постепенно, не знаю, сейчас можно дискутировать до утра, но это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности евразийскую. Можно это сделать или нет? Вот господин Коль, с воспоминания о котором я начал, считал, что это не просто нужно, а абсолютно необходимо. Я разделяю такую точку. Владимир Владимирович, а почему вы думаете, что господин Коль был более искренним, чем вот госпожа Меркель, которую вы потом упомянули, про Минский процесс? Все-таки, вы знаете, мы сидели вот втроем, и в Бонне, это еще было в Бонне, правительство ФРГ находилось в Бонне, и просто беседовали. А госпожа Меркель, которую вы вспомнили, она все-таки говорила в условиях определенного общественного давления и в условиях кризиса. Это все-таки разная ситуация. Он спокойно рассуждал, он просто в свободном режиме излагал свою точку зрения. Не только в отсутствии прессы. Меркель говорил на прессу, да, для прессы. А он говорил не для прессы, он даже переводчика своего убрал. Поэтому я исхожу из того, что он был абсолютно искренен. Еще, если можно, один вопрос, продолжение темы, которую Глен поднял. И вы упомянули, население растет в соседних странах, и в речь своей вы говорили о миграционных потоках. Сейчас очень горячая тема везде, и у нас в том числе. Вы видите это как часть евразийской безопасности? Обсуждаете ли вы это с коллегами по Евразии? Да, конечно, мы очень часто это обсуждаем. Я уже говорил, вот сейчас у нас исторически низкий уровень безработицы, 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И, конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук это является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста. У нас вот прямо сейчас, значит, вот прямо сейчас в стройке где-то 500 000 600 000 человек. Отрасль возьмет и не заметит. В промышленности 250 000 человек нужно. Вот прямо сейчас и тоже будет маловато. Но знаете, в чем? Первый этап. Нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции. Мы много раз об этом говорили. Знать наши законы и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет
раздражения и неприятия со стороны наших граждан. А мы думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь. Я хочу, чтобы меня в регионах Российской Федерации, коллеги, мои руководители регионов услышали, так же, как и правоохранительные органы. И что касается людей, которые к нам приезжают, они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образования и так далее. Здесь тоже есть перекосы. Сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать. Мы с коллегами, с моими друзьями, руководителями республик бывшего Советского Союза постоянно это обсуждаем, и они сами хотят готовить тех людей, которые хотели бы приехать и работать у нас, готовить их вот к такой работе на территории Российской Федерации. Что для этого нужно? Тоже наш вопрос. Это нужно школы там создавать. Мы сейчас делаем школы, создаем. Там нужно посылать учителей русского языка, которых не хватает, и которых они с удовольствием принимают. И принимали бы еще в 10 раз больше. Так что здесь тоже мяч в известной степени на нашей стороне. Они готовы к этому и хотят. Вместе будем это делать. Но в перспективе, надеюсь, в недалекой перспективе, нам нужно следить за тем, чтобы на российский рынок туда попадали прежде всего люди с хорошим образованием, хорошо подготовленные профессионалы. И часть людей, которые приезжают сегодня к нам, оставались бы работать у себя, и чтобы мы там создавали производства, которые будут включены в общую цепочку производства определенных товаров. И мы бы загружали их заказами, они бы производили какие-то компоненты чего-то, финальная сборка могла бы быть у нас или у них, и тогда люди не только в Узбекистане, в Таджикистане, в Казахстане, в Киргизии, имели бы рабочие места там, на родине, жили бы в среде своего родного языка, своей культуры, но в целом это была бы общая кооперация. В известной степени нам нужно воссоздать те кооперационные цепочки, которые были еще в рамках Советского Союза. Ну, конечно, на новой технологической базе, на новой логистической базе. И тогда общая система будет более устойчивой, а темп роста для всех участников этого процесса был гарантирован. The economic growth rates for participants of this process. Nor is there going to be such a high level of tensions right now. You know, we've just spoken about AI and other opportunities. The lack of labor force, and all experts agree on that, has to be compensated for thanks to new technological opportunities. Technology has to be propelled to a new level, and our production capacities have to be built on a new level, and we need to raise our efficiency as well. And I suppose this is doable. Спасибо. Very much so. Thank you. Большое событие Mr. вчера было. President, Весь мир следил, затаив дыхание. Соединенные Штаты выбрали нового президента. На вашем президентском веку это шестой. Он же четвертый, но так бывает. У вас какие-то остались воспоминания, может, о ком-то из них более приятные, менее приятные, с кем было работать интереснее? Вы знаете, ведь вообще они все интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался под вершине власти в одной из ведущих стран мира и был бы абсолютно ничтожным, глупым, неинтересным человеком. Дело в том, что внутриполитическая культура в США такая, что внутриполитическая борьба становится все острее и острее, используются всякие приемы оппонентами и политическими противниками действующего главы государства для того, чтобы их как-то подопустить, и причем используются такие инструменты, которые часто являются нелицеприятными и далеки от показателя вот этой политической культуры. Ну, не знаю, вот помните, на Буша сколько было нападок всяких. И он такой, значит, неграмотный, неинтеллигентный, не знающий, в районе все это.
Нет, значит, у нас очень много было противоречий. Я считаю, что с точки зрения отношения к России, политики на российском направлении, многие из них, практически все, я же говорю, все, что делалось в конечном итоге, в совокупности смотрелось как интервенция такая скрытая. Но в личностном плане, я вас уверяю, тот же Буш, который был до этого губернатором Техаса, это сложный штат, огромный, был успешным губернатором. И когда я с ним общался, уверяю вас, он ничем не уступает любому из сидящему в этом зале. He is just as good as any expert who sits in this room right now. However, he has been portrayed as a person with a low IQ or any other type of accusation mounted against him by political opponents. You know, I talked to him, I stayed at his house in Texas, I met his parents at their home and they came to see me. And I can tell you, разговаривал когда с его отцом, I spoke to his father, also former US president. Well, of course, he was no longer president, but he said quite sincerely to me, we made a huge mistake when we started Олимпийские игры в Москве. To boycott the Olympic Games in Moscow, and Russia followed suit. You know, because Russia boycotted the US Olympics. He said it was a huge mistake, it was just nonsense, but, you know, that said, still, that continues because under external pressure, the International Olympic Committee has basically turned into a circus. They've commercialized the Olympic movement, destroying the Olympic movement with their own hands. But, you know, I'm talking about the people I had to work with. All of them were a prominent personality. And they ended up of the political Olympus not by coincidence. And what about the future president? Well, you can have any attitude toward him, you know, because during his first iteration as president, he was dubbed as mostly a businessman, that he is not very well versed in politics, he can make a lot of mistakes. But from the outset, I can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, you know, I was impressed. He is a courageous person. И дело не только вот в поднятой руке и в призыве бороться за свои, за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. Что касается политики, вот в первой итерации, politics is concerned, I don't know, during his first presidency, I don't know whether he's going to hear that, but I think I'm going to say that regardless. I think he was harassed by everyone on all sides, bullied. He was afraid of making a step to the left or to the right, saying the wrong thing. I don't know what's going to happen right now during his new presidency, because this is going to be his last presidency. Whatever he does, it's up to him to decide. But what he's been saying publicly up until now, you know, I would be loath to comment on what was said during the electoral campaign, because, you know, that was a deliberate thing to fight for votes. But regardless, what he said about his desire to rebuild relations with Russia, to facilitate an end to the Ukrainian crisis, I think this deserves attention at the very least, and I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people, and this is what's going to happen in practice. And if he does what
время до инаугурации позвонит вам и скажет: Владимир, давай встречаться. Знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с такого этапа, они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Point, the European Western leaders were calling almost every week, and then they stopped all of a sudden, and you see we're still healthy, very well, we're developing. If anyone among them wants to rebuild contacts, as I said, we have nothing against that. We're always open. We will rebuild these contacts and have a sincere discussion. But so far, there are many people who want to engage in a discussion. They are here in this room. So you're willing to talk to Trump? Yes, we are. Ну что же, пока нет Трампа, давайте поведем дискуссию с теми, кто здесь. Давайте начнем с профессора Фэн Шаолей. Let's start with Professor Fan Shaoli, please. Over to you, Professor. Professor Fan Shaolai, I'm from China. Mr. President, I'm very glad to see you once again. From the outset, I would like to express my gratitude on behalf of my Chinese colleagues for the excellent organization and for the hospitality extended to us during the Kazan summit. I would also like to say a huge thank you for your personal support shown to the Valdai Club. I would also like to thank you for this lively discussion. I remember that 8 years ago, at this forum, I had the honor to ask you about what you think about the relation between Russia, the US, and China. And you gave me a very apt, very accurate answer. You said that this relation should be built on mutual respect and it should be mutually beneficial. It's been 8 years now. The world is changing drastically. You know, there is rivalry, there are sanctions, there is strategic but at the same time, Russia and China are building a strategic partnership. They're cooperating. And the cooperation within BRICS is also developing successfully. So my question is the same. What's your assessment of the current and future dynamics in terms of strategic partnership between Russia and China? And secondly, is it going to be possible to normalize relations between Russia and the US and also with China in this new environment? Thank you. Что касается отношений между Россией и Китайской Народной Республикой, оно носит беспрецедентно высокий характер и основано на взаимном доверии, чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада. И я уже сказал, почему. Я знаю, если бы здесь были представители тех, в адрес кого камни с моей стороны, они сейчас бы целую бы страничку выложили претензий в отношении России, в мой личный адрес. Ну, сейчас мы не будем дискутировать. Я хочу только сказать, что между Россией и Китаем уровень доверия находится на самой высокой точке в новейшей истории. И именно это, и наши личные, дружеские, именно дружеские отношения с председателем Китайской Народной Республики, Си Цзиньпинем, председателем Си Цзиньпинем, они являются очень хорошим залогом для развития межгосударственных связей. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но все-таки 200
240 миллиардов торговый оборот. Это не самый большой, но все-таки четвертое место среди торговых оборотов, среди ведущих торгово-экономических партнеров Китая. Это уже прилично. Это уже прилично. Вот это очень важное обстоятельство. И мы реально хорошо дополняем друг друга. Начали с энергетики, в том числе с атомной энергетики. По мере роста возможностей технологических мы этими технологиями обмениваемся. Это очень важно. И это значение растет. Поэтому мы расширяем номенклатуру своего сотрудничества, палитру наших возможностей, все больше и больше внимания уделяя высоким технологиям. Причем в разных, самых разных сферах. Китай очень многого добился. Я уже говорил, не помню, в прошлый раз я здесь говорил или нет, но на других публичных мероприятиях говорил, по мнению наших экспертов, та модель экономики, которую Китай взял на вооружение, он выработал эту модель естественным образом, исходя от потребностей жизни. Она является гораздо более эффективной, чем во многих других ведущих экономиках мира. Ну, прямо скажем, такие элементы, сочетающие и плановую экономику, и рынок, удается китайским специалистам это делать, а с политического уровня удается нашим друзьям, этим специалистам, не мешать это делать. Это очень важно. И получается эффект хороший. Китайская экономика работает эффективнее, чем другие экономики. Даже несмотря на то, что происходит определенная коррекция с точки зрения темпов экономического роста. Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем это нужно работать на два фронта, тем более, совершенно непонятно. То есть, понятно, считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу для их доминирования. Но, на мой взгляд, если хотят действовать эффективно, то не этими методами надо было бы работать, не этими. Надо доказывать свое преимущество в честной, открытой конкурентной борьбе. И тогда к жизни вызывались бы внутренние силы развития в самих Соединенных Штатах. Они что делают? Запрещают одно, второе, третье. И в конечном итоге только наносят ущерб своему собственному развитию. Но вот запрет китайских товаров или применение китайских технологий на американском рынке приведет к чему? К инфляции, к удорожанию производства. Что касается нашего взаимодействия, то, где пытаются те области, в которых пытаются сдержать развитие Китая, вполне может дополняться и нашим сотрудничеством с Китайской Народной Республикой. Ну, например, вот мы начали с энергетики, да? Это развивается очень активно. И в нефтяной, и в газовой сфере, и в области ядерных технологий. Мы же активно работаем и по созданию новых блоков электростанций, по поставкам нефти и газа. Но это создает абсолютно надежную систему энергобезопасности для Китая. У нас же общая граница, и этому никто не может помешать. Никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения, ничего этому нашему сотрудничеству ничего помешать не может. Потому что у нас общая граница, как идет поставка, так и будет идти. Полная гарантия. Мне думается, что если бы те же Соединенные Штаты поменяли вектор в отношении и России, и Китая, то есть не проводили бы политику двойного сдерживания, а проводили бы политику трехстороннего сотрудничества, от этого выиграли бы все. Проигравших бы не было.
then Еще everyone про would stand тройственное to сотрудничество win. вопрос был. And another question about the trilateral cooperation here, I spoke about that, and I ended on that. You were not following me. Так, вот я, по-моему, там генерал Салик просил, поднимал руку из General Пакистана. Salik from Pakistan, he raised his hand, he wanted to ask a question. Thank you very much, Mr. President. My question is about the stability between the global powers. The new START treaty is expiring on February 2026, and there appear to be no chances of its renewal or extension, and no other treaty is being negotiated. So how do you see at the end of this agreement maintaining the stability of relations between the global powers? Вы знаете, ведь мы же никогда не отказывались от продолжения диалога в области стратегической стабильности. Но не открою секрета, все хорошо знают, и не только в этом зале, во всем мире знают хорошо, что Соединенные Штаты и их, извините за это слово, сателлиты, по-другому в современных условиях сказать невозможно, в отношении руководителей тех стран, которые в ущерб себе идут по предложенному им из-за океана пути в отношении России. Ну так вот, Соединенные Штаты ставят перед собой цель нанести России поражение. Стратегическое поражение. Что такое стратегическое поражение? Что такое добиться стратегического поражения конкретной страны? Но если не уничтожить эту страну, то, не знаю, свести эту страну до роли, до ничтожной роли. А зачем нам тогда ядерное оружие? И в это же время хотят с нами вести диалог по стратегической стабильности. Как это? Вроде нормальные взрослые люди. Мы готовы вести этот диалог, но в современных условиях здесь существует много моментов. Вот ваш коллега из Китая сейчас спрашивал по поводу взаимоотношений в треугольнике России, Китай, Соединенные Штаты. Я сознательно, честно говоря, так не хотел усугублять эту тему, вывел за рамки своего ответа вопросы международной безопасности. Сотрудничество России и Китая – один из важнейших факторов международной стабильности в целом. Но это имеет отношение к стратегической стабильности в области ядерных вооружений. Все время, ну, во всяком случае, в прежние годы, нам все время так на ухо шептали, давайте поработайте с вашими друзьями в Китае, надо, чтобы они включились в разговор по поводу сокращения своих ядерных арсеналов, на что наши китайские друзья говорят, ну, ребят, вы что, у нас меньше носителей, меньше боеголовок, чем будем сокращать? Или вы сами снижаете до нашего уровня, или дайте, мы дорастем до вашего, а потом будем вместе разговаривать по поводу каких-то снижений. Ну, логично, правильно? Все остальное чушь какая-то. Вот. А в то же время существуют ядерные арсеналы у других стран, кроме США, у Великобритании и у Франции. И они растут. Они не только растут, они качественно меняются. Совсем недавно мне говорили, ну что надо, это не военно-политический союз, это прежде всего политический союз, а потом уже военный. Нет, мы видим, что совсем не так. На самом деле Соединенные Штаты целенаправленно или не целенаправленно, я думаю, что целенаправленно вернули во главу угла прежде всего военную составляющую НАТО, которую все вместе объявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение. Как же мы не можем учитывать ядерные арсеналы Великобритании и Франции? Поэтому на сегодняшний день это вопрос непростой, он даже сложнее, чем был еще там, 20 или 30 лет назад. Но
Мы понимаем свою ответственность как страна, которая по своим возможностям, по количеству носителей, боеголовок и качеству современных вооружений, оно совершенствуется у нас. Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет 5 назад говорил. Завершаем испытания постепенно. Мы это все понимаем. И в целом мы готовы к этому диалогу. Но надо, чтобы другая сторона подходила к этому честно, учитывая все аспекты наших взаимоотношений. Но не может быть так, что здесь они нам собираются нанести стратегическое поражение, а своим гражданам говорят: ребят, все спокойно, все нормально. Business as usual. Не бойтесь, ни о чем не думайте. Так не бывает. Нам стратегическое поражение, а вы ни о чем не думаете. Как же? Поэтому давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, троих, пятерных стандартов, просто будем говорить об этом. Мы, кстати говоря, неоднократно это и предлагали. Но когда мы начинаем говорить об этом предметно, там сразу пауза. Посмотрим, как будет формулировать свои предложения, если они вообще будут на этот счет, новая будущая администрация. Владимир Владимирович, вы упомянули тогдашнюю демонстрацию новейших разработок. А новые новейшие разработки какие-нибудь есть? Есть, постоянно что-то возникает. Вчера разговаривал с одним из руководитель одного из крупнейших наших концернов, он докладывал о своих идеях в этой сфере. Просто об этом пока Спасибо. Так, профессор Нагейра, вот в первом ряду из Бразилии. I'm Paulo Batista from Brazil. And I'd like to ask you, Mr. President, if you could expand a little bit on two topics you touched upon in your presentation and comments, BRICS and U.S. dollar. What role do you see for the BRICS in constructing alternatives to the unreliable and dysfunctional dollar system? Russia proposed in this 2024 chairmanship of the BRICS detailed, interesting proposal for a new system of cross-border payments based on national currencies. How do you see this discussion going forward? Are you confident that we can move forward on this basis? And second point, more difficult one, don't you agree that payments in national currencies have a limit and that we ultimately must move step by step, gradually and carefully towards new means of payment, a new reserve currency? President Lula, by the way, made this point in his statement to the Kazan summit, and I would like to hear your views on that. Thank you. Вы знаете, я свою позицию основываю на том, что предлагают нам наши эксперты. Я им доверяю, они, безусловно, являются экспертами международного класса, и я предварительно проговорил предложение наше, когда какая-то идея генерируется, потом моя роль в том, чтобы внутри страны, в экспертном сообществе, и в правительстве, и в Центральном банке прокачать эти идеи, эти предложения. Как-то их оформить соответствующим образом. И поняв, о чем идет речь, предлагать их, эти идеи нашим партнерам. Я вот одну из таких идей и предложил президенту Луле. Он заинтересовался. Он принимал наших экспертов у себя в Бразилии, причем на очень хорошем уровне. Пригласил на эти встречи и представителей Центрального банка, и Министерства финансов, и, в общем, практически весь экономический блок.
all of the economic part of the governance. Наши коллеги, друзья в Бразилии заинтересовались. Я сейчас два слова скажу о том, о чем идет речь. То же самое мы сделали и с другими странами БРИКС. Я лично практически со всеми руководителями разговаривал, со всеми. И всем эти идеи в целом понравились. О чем идет речь? Ну, первая новизна в чем? Мы предлагаем создать новую инвестиционную платформу, используя электронные активы, развивая их. То есть речь идет о том, чтобы создать такую платформу электронных платежей, с помощью которой можно было бы инвестировать в развивающиеся рынки, а это прежде всего рынки Южной Азии, Африки, отчасти Латинской Америки. Повторю еще раз, почему мы так думаем. Мы думаем так потому, что там происходят очень сильные демографические процессы, рост народонаселения, там осуществляется накопление капитала, там еще недостаточный уровень урбанизации, и он будет точно нарастать, а если урбанизация будет расширяться и нарастать, там будут возникать новые центры экономического роста. И люди там будут стремиться, а значит за ними и правительство, к подъему уровня жизни и уровня благосостояния. На наш взгляд, вот именно эти регионы мира и будут развиваться наибольшими темпами. Китай, Российская Федерация, Саудовская Аравия, некоторые другие страны, по нашему мнению, тоже будут расти, но гораздо более серьезный рост, бурный рост будут показывать те регионы мира, о которых я только что сказал. Они будут нуждаться в инвестициях, в технологиях и в кадрах, в подготовке кадров. Используя новые возможности инвестиционные, новую платформу, нам, думается, это можно будет обеспечить. Причем эти инструменты, электронные инструменты, мы можем сделать практически безинфляционными, потому что если это будет избыток, перебор, мы можем их изымать. Если это будет не хватать, мы можем дополнительно имитировать. И регулировать с помощью контроля со стороны центральных банков и нового банка развития БРИКС. Руководству нового банка развития БРИКС эта идея тоже понравилась. Здесь разные точки зрения существуют, разные подходы. В целом, кто-то заинтересовался больше этими идеями, кто-то меньше. Но мы договорились создать рабочую группу. И на экспертном уровне, на правительственном уровне, и сейчас будем этим заниматься. Мы никуда не спешим. Это не ответ на события сегодняшнего дня. Нет, это даже не ответ на то, чтобы как-то противодействовать ограничениям в сфере в области финансов. Сейчас я об этом тоже скажу. Нет, это просто задумка, как нам организовать работу на перспективных и растущих быстрыми темпами рынках. Это касается не только стран БРИКС. Это касается и тех стран, которые не являются сегодня членами БРИКС. Это просто для нас возможность инвестиций, захода на эти рынки, а для них возможность воспользоваться нашими возможностями. И если это по-другому невозможно сделать будет, мы будем опираться на только перспективные проекты, которые будут реализовываться и отдавать отдачу, то этот механизм можно запустить, он на наш взгляд заработает. Что касается сегодняшнего дня, то использование национальных валют все-таки дает свой результат. И вот для России, например, у нас уже 2/3 нашего торгового оборота, 2/3 обслуживается в национальных валютах. А что касается стран БРИКС, 88% обслуживается в национальных валютах. Мы сейчас говорим о том, чтобы использовать электронные инструменты обмена финансовой информацией между центральными банками наших стран. Это так называемая система BRICS Bridge.
Мы обсуждали на экспертном уровне со всеми нашими партнерами по БРИКСу. И вторая система — это тоже в рамках БРИКСа мы говорили о расчетах на биржах. Значит, на биржах ценных бумаг. Поэтому вот на сегодняшний день, мне кажется, это оптимально на то, над чем мы работаем и над чем мы работать должны в ближайшее время. Я много слышал на экспертном уровне, в журналистских кругах говорят о том, что нужно там думать о создании единой валюты. Ну, рано пока об этом говорить. И у нас нет таких целей между собой. Потому что для того, чтобы говорить на каких-то какой-то общей валюте, то нужно, во-первых, добиться больше интеграции экономик друг с другом. Первое. И второе, нужно как-то качество экономик поднять на определенный уровень, с тем, чтобы это были очень похожие и совместимые по качеству, по структуре экономики друг с другом. То, что остальное будет нереалистично, а может даже и во вред. Поэтому спешить никуда не нужно. И закончить с того, чем обычно начинаю, когда отвечаю на вопросы подобного рода. Мы же не стремились отказываться от доллара, и не стремимся к этому. Это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро. Евро еще не встало на ноги, как мировая валюта, а они уже сами своими руками ограничивают. Ерунда какая-то. Что касается Европы, там вообще проблема заключается в том, что вопросы решения в области экономики принимаются политиками, которые часто, к сожалению, для этих стран не являются даже экспертами в области экономики и финансов. И это идет только во вред этим странам. Поэтому мы не отказываемся от доллара и не собираюсь этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано. Это, на мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США, потому что на этом, на долларе, держится все могущество США на сегодняшний день. Они взяли своими руками, так что подрезают. Мне бы казалось, чего бы ни происходило, доллар, как священная корова, ее нельзя было трогать. Нет, взяли своими руками, и там рога подшибали, выми не моют, а наоборот эксплуатируют почем зря. Сами виноваты. Расчеты в долларах сокращаются, значит, в мире. Не сильно пока. Значит, как средство накопления, тоже потихонечку, даже в странах, ближайших партнерах, тоже потихонечку, но снимается, сужается. И, но это тенденция уже становится. Ну, своими руками все делают. А мы не боремся. Вот наши предложения не направлены на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики, думаем над созданием новых инструментов. И прежде всего, конечно, вот актуальным является, как я уже говорил в начале, создание системы использования уже наработанных систем в каждой стране, обмена финансовой информацией. Ну и вот те инструменты, которые я указал, будем развивать. Спасибо. Так, Alexander Akovic, from Serbia. Dear Mr. President, I am Alexander Akovic, historian from Belgrade, Serbia. It is my honor to see you, listen to you, and talk to you again. My question for this night for you is, according to your opinion, what are the state and individual mechanisms that Russians, Serbs, and other people around the globe
must use to defend our traditional values and protect ourselves and our identities from the invasive and imposing Western ideology that we saw this year at the opening ceremony of the Olympic Games in Paris. Thank you. Что касается того, что мы видели, я, честно говоря, даже не смотрел вначале, потом мы сказали, что происходило. Someone told me afterwards, and I did give it a watch. Я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали. Do what they wanted, why the organizers chose that, and why it was greenlit by the International Olympic Committee. It was an insult to millions of Christians, of believers. Why there is a need to insult anyone, I do not quite see that. Why there is a need to insult the sentiments of Christians, those who organized that say they didn't want to insult anyone, but the same happens with regard to the Islamic community when the Quran is being burned, or when there are some illustrations or caricatures with the Prophet, and when such things are being published under the aegis and pretext of protecting freedom of speech. Well, I'm just repeating what I have spoken about on multiple occasions. Just the freedom of one person or society, and where the freedom of other persons starts. Because, you can insult someone and religious feelings of other people and say, this is my freedom, but this would lead you as far as to, I don't know, murder someone. Because if you want to murder, is it going to be like encroaching on your freedom? Well, of course, that is nonsense. People do not feel the line, the border, as they say. They have a vision and they do not know where the boundaries lie. Yes, if you have a vision, it's all right, but if you know that this vision of yours might insult other person, you should refrain from going public. The rule is as simple as that. They believe it possible to act in such a fashion. Incidentally, the same goes for the opportunity for men to compete in women's sports. You know, it simply destroys women's opportunities. Well, I'm sorry for broaching this subject. Maybe there are some sports which are not for women. I'm sorry, I do not want to insult anyone. But women should compete with women. Просто человек, потому что он объявил себя женщиной и пошел у всех выиграл, но сломал там женщине. But you know, if you declare that you're a woman and then you go and you break the nose of a woman, it simply destroys women's sports because women will have no chance of competing. Объявили себя женщиной, но те, кто объявили, пускай выступают и борются между собой на Олимпийских играх. If you're a man and you declare yourself a woman, you should compete with similar people. Справки берут, что с детства чем-то больны и употребляют какие-то препараты, да, которые дают явные преимущества в ходе соревновательного процесса. Давайте между ними будем устраивать соревнования. Это же так естественно, просто. На мой взгляд, что здесь такого-то? Никого не обижает, кстати говоря. Как защищать свои ценности? Всеми доступными нам средствами. Is concerned, I think we should use any means at our disposal to protect these values. Так, Ван Вэнь. Mr. Van Ven, please. Thank you. My name is Wang Wen from Shanghai Institute of the University of China. I'm so glad to see you again. And my question is about Russia's China policy in the coming 4 years, as well as the future international system changes. Because we know Trump is back. Let me imagine if one day
President Trump call you and ask that, like that, let's join forces to conquer China. What would you respond? And will you accept President Trump's suggestion, so-called uniting with Russia and resisting China? And my second question is about the future's international system, because you often mentioned that international system is ongoing fundamental change. So in your eyes, what will the international order and framework in the future looks like? And in your eyes, in the future international order and system, what role should Russia, China, United States act or plan in the future? And how do you consider to coordinate the triangle relationship among Russia, China, and the United States? Thank you. Попробую ответить как можно кратко. Первое. Мы с Китаем сотрудничаем и дружим не против кого бы то ни было. Наши отношения с Китаем не направлены против третьих стран, в том числе против Соединенных Штатов. Наши отношения с Китаем направлены на то, чтобы создавать условия для развития наших государств и создания необходимых условий для безопасности народов. То же самое касается наших отношений с Соединенными Штатами. Мне с трудом могу себе представить такой вопрос со стороны господина президента избранного. Я думаю, что он понимает, что это вопрос очень далек от реалий, в которых мы живем. Россия ни с кем не объединяется против кого бы то ни было. Тем более это выглядит мне абсолютно нереалистично в отношении Китая, с которым у нас достигнут, как я уже говорил, беспрецедентно высокий уровень взаимного доверия, сотрудничества и дружбы. Я полагаю, что такие государства, как Китай и Россия, имеющие сотни, тысячи общих границ, общую историю сосуществования практически в одном пространстве, несмотря на разницу культур, имеющих общие ценности, это само по себе огромное достижение, которым мы должны пользоваться сегодня и оставить эти достижения, укреплять их для будущих поколений. А что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами, для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт. Мы к этому никогда не стремились и на практике никогда, себе этого не позволяли. Непонятно, почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов. Ну, избранный президент Соединенных Штатов господин Трамп примерно в таком же ключе высказывался. Посмотрим, как будет это функционировать на самом деле, имея в виду, что такой институт, как институт президента, он в Соединенных Штатах, он так или иначе связан определенными обязательствами, он так или иначе связан с теми людьми, которые способствовали его приходу во власть. Мне когда-то Жак Ширак говорил, что какой демократии мы там что-то говорим, какая демократия. Там без миллиарда, если у тебя миллиардов долларов в кармане нет, даже думать не нужно о возможном участии в выборах. И то, что участвует, думать нельзя. Значит, ну, так оно и есть. Но те, кто дают эти миллиарды, они же участвуют одновременно и в формировании будущей команды. А если они кого-то делегируют, они имеют возможность влиять на тех людей, которых они делегировали
эту команду. И здесь очень важно, насколько избранному лидеру удается наладить контакт не только с этими группами влияния, так называемым теневым глубинным государством, но и с населением, с народом, с избирателями. Если он выполняет данные избирателям обещания, его авторитет растет, и он, опираясь на этот авторитет, становится самостоятельной политической фигурой, в том числе и в отношениях с группами влияния, которые помогали ему прийти к власти. Это очень сложный процесс. Что будет происходить в Соединенных Штатах, мы с вами не знаем, я не знаю. Но я очень рассчитываю на то, что наши отношения с Соединенными Штатами когда-нибудь все-таки будут восстановлены. Мы к этому открыты. Пожалуйста. Спасибо. Так, вот отсюда, давайте, вы упоминали Японию, вот, господин Абиру. Спасибо. Тайский Абиру, фонд мира Сасагава. Разрешите мне задавать вот такой же вопрос, но тоже связан с Японией. Стратегическая обстановка в Восточной Азии становится все более напряженной. В основе этого лежит стратегическое соперничество между США и Китаем. Россия в этом соперничестве явно на стороне Китая. Частота совместной военной учений между Россией и Китаем заметно возросла в этом регионе. С другой стороны, Азия – это регион с множеством ценностей и стратегических интересов России в этом регионе не должна ограничиваться отношения с Китаем. Как Россия пытается совместить два вызова? С одной стороны, позицию России в американо-китайском противостоянии в Восточной Азии и сохранение пространства для стратегической многосторонней интересы России в этом регионе. И еще, как вы оценили будущее российско-японские отношения в этом стратегическом контексте, ну, скажем, через 5 лет? Действительно, ситуация в Восточной Азии, она не становится спокойнее, не становится стабильнее. Но Китай здесь ни при чем. Конечно, Китай наш ближайший партнер, друг, но я постараюсь объективно рассуждать. Объективно. Но Китай разве создает какие-то там какие-то блоки? Я не хочу выступать адвокатом Китая, но просто я понимаю, там много внутренних проблем. Между соседями всегда есть проблемы. Мы знаем, здесь я же не открою секрет. Есть определенные сложности на границе между Индией и Китаем. Но люди опытные, грамотные, думающие о будущем своих народов, ищут компромиссы и находят. Так, как это делают сейчас и премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики. Они диалог ведут, в том числе вели этот диалог и в Казани. И надеюсь, это позитивно отразится на будущем развитии китайско-индийских отношений.
Что касается ситуации в Восточной Азии в целом, Китай, что ли, там блоки создает? Это Соединенные Штаты создают блок. Один блок, второй, третий. Теперь НАТО формально туда уже влезает. Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки, под явным дирижированием какой-то одной главной страны. Все остальные страны, как правило, работают в режиме интересов этого государства, который создает эти блоки. И пусть те, кто с такой легкостью совсем соглашаются, подумают об этом. И если возникают какие-то вопросы, они всегда возникают между соседями. Все-таки стремиться нужно к тому, чтобы на региональном уровне, без вмешательства внешних сил, руководители этих стран находили в себе и силы, и мужество, и терпение, и готовность к тому, чтобы искать компромисс. Если вот такое отношение к делу будет набирать обороты, то эти компромиссы всегда можно найти. Они будут найдены. Поэтому обвинять Китай в каких-то агрессивных намерениях, когда не он создает агрессивные блоки, а те же Штаты, мне кажется, совершенно некорректно. Теперь, что касается того, что Россия на стороне Китая, а не на стороне тех, кто эти блоки создает. А как же? Конечно, мы на стороне Китая. Во-первых, в силу того, что я сказал выше, мы не считаем, что Китай проводит в регионе агрессивную политику. Многое крутится вокруг Тайваня. Все формально признают, да, Тайвань — это часть Китая. А на деле? А на деле действуют в совершенно другую сторону, провоцируя ситуацию на сторону обострения. Зачем? А не для того же, для чего спровоцировали украинский кризис, чтобы создать кризис в Азии, а потом сказать всем остальным: ребята, давайте ко мне сюда поближе, потому что без меня вы не справитесь. Может быть, такая логика там и в Азии тоже работает. Поэтому мы действительно поддерживаем Китай. И в силу того, что мы считаем, что он проводит абсолютно взвешенную политику, еще потому, что это наш союзник. У нас очень большой торговый оборот. Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Вы сказали, что мы проводим учения. Ну да. А разве Соединенные Штаты не проводят учения? На постоянной основе. На постоянной основе. И с другими странами проводят учения. Тоже на постоянной основе. Тут я говорил как-то, мы в конце 90-х годов перестали использовать нашу стратегическую авиацию. Она не совершала дальних полетов в нейтральной зоне. А США продолжали это делать. Мы смотрели. И тоже возобновили, в конце концов, на полеты нашей стратегической авиации. Вот также и в этом случае. США проводили там бесконечные учения. В конце концов, мы с Китаем тоже начали проводить. Но эти учения никому не угрожают. Они направлены на то, чтобы обеспечить нашу безопасность. И мы считаем, что это является правильным инструментом, стабилизирующим ситуацию не только в Азии, но и во всем. Странам региона здесь нечего опасаться. Хочу еще раз подчеркнуть наше сотрудничество с Китаем в целом и военной, военно-технической области направлено на укрепление нашей безопасности и не направлено против этих стран.
security Что is касается not Японии, наших aimed against двусторонних third отношений с countries. Японией, Now, as for our bilateral тоже могу ties повторить with Japan, I то, can что say it говорил again. и с What вашими коллегами. I told to Мы же не your ухудшали colleagues, отношения с we were Японией. not the Мы чего ones плохого Японии to сделали в последнее время? sour Мы вели relations with переговоры, Japan. We did nothing пытались найти wrong ответ against на очень Japan. сложный We were вопрос по held мирному in договору. negotiations. We were trying to Кстати arrive говоря, at a звучали solution to a вопросы о very возможных complex компромиссах matter на основе of the peace декларации treaty, and 1956 there was года. talk about Мы ее a даже very difficult ратифицировали в compromise Советском Союзе. based on the Японская сторона 1956 потом отказалась declaration от этого. of the Soviet Тем не менее, Union, even по просьбе ratified this японской стороны declaration. мы It was вернулись к этой the декларации, Japanese side возобновили that диалог. renounced Да, that все declaration, непросто. but it was at the request Но в целом of мы Japan that we слышали got back to партнеров, this думали о declaration. том, We agreed to как и что that. We выстроить resumed на our базе этой talks. We декларации were 56 thinking года. what we Потом could do вдруг based on that Япония взяла и declaration of ввела против нас санкции. 1956, and then all of a sudden Да еще Japan записала slapped в sanctions список on угроз, that, где-то and Japan even какое-то третье, put us четвертое on место a поставила list Россию. of Какая threats. угроза? Чего мы We're in the third Японию or fourth угрожаем? spot, and Вы what что, way are we санкции a ввели? threat to Мы чего вам Japan? You know, плохого-то сделали? what Вы зачем это сделали? what did we Потому do что wrong? получили команду из Вашингтона. Because Ну, you как-нибудь got an сказали order бы, from здрасте, ребята, Washington. ну, мы Maybe подумаем. you should have told Ну, Washington, не обижая okay, там guys, we'll think своего about партнера, that, you союзника. know, without giving Нужно offense to your обязательно было partner and to your сразу ally. беспрекословно исполнить Why приказ. did Зачем вы Japan это have сделали? to simply blindly follow that order coming from Washington? Значит, ну, слава богу, I do not там есть в understand Японии that. еще умные люди, да, они Thankfully, продолжают there are сотрудничать, some smart особенно people in Japan в области who энергетики, continue не уходят working от with наших us, компаний и especially так in далее. И energy, видят, with что our все companies, надежно. and they see Несмотря на то, что Япония ввела какие-то санкции, мы ничего в ответ-то не делаем. Как компании японские работают, у нас так и работают. Japanese companies that Хотят used to work работать. in Russia can Пусть keep on продолжают. working if they Мы want сейчас видим to. некоторые сигналы даже от And американских we are компаний. also Приходит, getting что some они хотят messages and вернуться на signals наши. from Пусть American companies возвращаются. saying that Ну, they want конечно, to в get новых back. условиях, Let them. с But of потерями, course, естественно, ничего. Но это не мы new же виноваты. conditions, new terms will apply. Мы Some готовы losses выстраивать will have to be отношения с incurred. Японией. И But на следующие we 5 are лет, и на willing to следующие build 50 and Япония rebuild наш ties естественный with партнер, Japan потому что because for the сосед. next 10 and 50 years, Были Japan разные is периоды our в истории наших natural отношений. ally. Были трагические Natural neighbor, sorry. страницы, были Yes, there were some tragic pages in такие, our которыми можем history, гордиться. and there are Мы also нас some любят pages we can be Японию, proud японскую of. культуру любят. We love Japan and Russia, and японскую Japanese кухню любят. culture, Japanese cuisine are well beloved. Мы ничего не and Russia, разрушали. we were not the ones to destroy Сделайте выводы для anything. себя, So, и мы не будем just draw your own здесь conclusions, дурака валять, дурачиться, and там, we're отталкиваться, not вам что-то в gonna вину fool ставить. Мы around готовы, trying to пожалуйста. blame you. We're Возвращайтесь, willing. и все. Do come back. Вот и все, пожалуйста, добавить нечего. That's it. I don't have anything to Владимир add to Владимирович, that. а наше Mr. стратегическое President, what about сотрудничество our с strategic Корейской cooperation Народно-демократической with the Республикой BRICS? тоже направлено на укрепление Is it also нашей aimed at безопасности, strengthening как с Китаем? our security, just Ну, like with Корейской China? Народно-демократической Республики Well, есть as for the договор, BRICS, который мы we подписали have с an другими agreement that странами, we've и signed был with other Советским countries as Союзом, well. потом It was просто signed with the естественным Soviet образом Union as прекратил well. свое существование. Well, it Мы, came to по an сути, end вернулись к naturally. нему. Вот и In все. essence, we Там went back новизны to it. никакой нет. There was Вот nothing new кто бы there. чего ни говорил, Whatever все, что anyone было says, практически все, что было прописано в practically договоре everything that между was written Корейской down in the Народно-демократической agreement between Республикой the и Советским BRICS Союзом, and the все Soviet просто Union, с новыми какими-то it was нюансами copied and pasted with some воспроизведено в новом adjustments. договоре. It was Да, reproduced in the конечно. new И направлено treaty. это на Naturally, it is обеспечение aimed at безопасности ensuring в регионе, ну и security нашей in the взаимной region and our безопасности. mutual security as well. Учения будем проводить? Will we hold exercise Посмотрим, with можем them? учения проводить. Почему Maybe нет? we can do Там that as есть well. и статья Why not? 4, We have Article которая 4 говорит о взаимной помощи в случае that агрессии со reflects стороны mutual другого aid государства. in case of aggression Там все from есть, и повторю another еще state. раз, It's нет all практически there. And никакой I would like to новизны repeat по once сравнению again, there с is договором, basically который nothing new просто compared to the treaty. закончил срок It своего simply действия еще со времен ran its Советского Союза. course Спасибо. back in his
the Soviet Union times. Thank you. Arvind Gupta, please. Mike. Thank you, Mr. President, for a brilliant presentation and this interaction. My question is about India-Russia relations. You have met Prime Minister Modi several times in the last few months. Prime Minister Modi at one point of time mentioned to you that this should not be an era of wars. How do you see that statement? How do you interpret that statement? What is the meaning of that statement for you? That's one. Secondly, if you could also tell us, in this concept of Eurasian security, what role do you see for India?
And thirdly, in this changed geopolitical environment, and you also mentioned about the importance of civilizations, civilization values, Russia being a civilization state, India being a civilization state. What are the areas in which, new areas in which India and Russia can work together? Thank you very much. Индия наш естественный партнер, союзник на протяжении десятилетий. Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индии своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий. И за это время у нас сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения с индийским народом. Вот прямо скажу это в таком контексте. И насколько мы понимаем, насколько мы чувствуем, и со стороны наших индийских друзей, такой общенациональный консенсус существует по поводу развития отношений с Россией, с нашей страной. И на этой базе, на этой основе мы развиваем отношения с Индией по всем направлениям. Это касается и экономики, она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика. Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти, поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок СПГ, сжиженного природного газа. Мы работаем активно в области атомной энергетики и возводим в Индии атомные электростанции. Мы с огромным уважением относимся к идее премьер-министра Моди, к его идее «Делай в Индии», к его призыву «Делай в Индии», готовы инвестировать. Вот, скажем, в той же области энергетики одна из самых крупных иностранных инвестиций — $20 миллиардов. Это российская инвестиция. И мы готовы дальше это развивать в таком же ключе. Сейчас, конечно, мы должны думать о новых технологиях, и мы думаем об этом, и будем в этом отношении двигаться. Вот на последней встрече господин премьер-министр обратил внимание на то, что индийским производителям сельхозпродукции есть острая необходимость увеличить количество и объем поставок удобрений. Мы это сделали и готовы наращивать, имея в виду потребности индийского сельского хозяйства. Есть и другие сферы. Их много. Индия — великая страна. Самая большая сейчас по населению. 1,5 миллиарда человек. Плюс 10 миллионов ежегодно. Развивается быстрыми темпами. Она лидер по темпам экономического роста среди крупных экономик. Сколько там? 7,4, по-моему, 10% роста ВВП в год. И Индия относится как раз к тем странам, темпы развития которых будут развиваться большими темпами, чем даже благополучно развивающиеся экономики сегодняшнего дня. Поэтому наше видение того, что, как и где, в каких сферах и какими темпами должны развиваться наши отношения, оно строится, исходя из реалий сегодняшнего дня. А реалии такие, что в разы увеличивается объем нашего сотрудничества. Торговый оборот пока не такой большой, как с Китаем, но все-таки почти $60 миллиардов. Это 58 там, и увеличивается ежегодно. И в этом году уже за 9 месяцев текущего года эта тенденция сохранилась. Что касается решения острых кризисов, мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства и, прежде всего, премьер-министра, который высказывает о своей озабоченности по поводу, скажем, конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по урегулированию. Безусловно, это находится в поле нашего зрения, и мы, без всякого сомнения, не только благодарны премьер-министру за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения, и за то, что и как он делает
в этой связи. Ну, а в целом, думаю, что отношения с Индией развивались высокими темпами, и у нас есть все основания полагать, что на базе того, что достигнуто до сих пор, мы будем двигаться еще даже более высокими темпами, чем на сегодняшний день. Но, кстати говоря, это традиционно, всем хорошо известно, развиваются отношения и в сфере безопасности, военно-технической области. Ну, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь действительно с известным уровнем, высоким уровнем доверия. Вместе мы не просто продаем у Индии наше вооружение, вместе занимаемся разработками. Система Брамос хорошо известна, мы ее сделали практически используемой в 3 сферах, и в воздухе, морячили, и на суше. И эти разработки в интересах обеспечения безопасности Индии продолжаются. Это всем хорошо известно, не вызывает ни у кого абсолютно никаких вопросов или какого-либо раздражения. Но свидетельствует о высоком уровне нашего доверия и сотрудничества. Так и будем делать. На ближайшую историческую перспективу, надеюсь, и в будущем. I hope that will be in the near future and in the far future as well. Можно я немножко? Can I ask questions now? So are we close to midnight? Yes. А Германа все нет. We're still here. Okay. You can go ahead and choose. At the very back of this sector, I see a hand, but I don't see who's raising it. A lady there, closest to you? No. Over there. Raise your hand, please. Over there. Thank you. Mr. President, from Greece, a country I'm sure you will agree with me, has no other options than to remain a friend and a brother of Russia for reasons which we cannot escape. They are inside our deepest cultural and historical identity. My question is the following one. 40 years ago, both the European welfare Keynesian capitalism and the Soviet decentralized system have collapsed. During the 4 decades that passed, we have seen the multiplication of economic crises, of wars, of ecological problems, and of many other problems. I'm wondering if it has not come the time to orient ourselves towards a kind of planned economy in national, regional, and international level. I don't mean the sclerosis of the past, so to say, a little bit military socialism. I mean a system as the one you described, of a combination of market and plan, a system like the one you try to apply in your country just some years after the October Revolution with the new economic policy, even to introduce some elements of socialism, as you referred also to your revolution in the beginning of your intervention. Thank you. Знаете, чем острее кризис, the more acute the crisis, the more plans, the more planned the economy is. Требуется вмешательство государства для урегулирования возникающих проблем. The greater the need for the government to intervene in the solving of the crisis. But the greater accumulated resources громче звучат предложения о том, чтобы переходить исключительно к рыночному регулированию. Здесь приходят, условно, либералы и демократы начинают все тратить, что было накоплено консерваторами. Потом проходит какое-то время, опять возникает кризис перепроизводства, условно, либо кризисы, связанные с этим, и все повторяется бесконечное число раз. Все возвращается на круги своя. Это суверенный выбор каждого государства, как построить свою экономическую политику. Вот Китай нашел эти возможности.
А знаете, почему этому удалось? And do you know why it В том succeeded? числе и не в последнюю очередь, It is потому also что for a Китай reason, суверенное государство. not the least because China is a sovereign state. А многие, значит, сегодняшние экономики, And many of today's они в силу economies, самых разных причин, due to в силу many various своих reasons, причин, в силу своих обязательств в due рамках to their obligations экономических союзов, within economic военно-политических alliances, союзов, military and political добровольно alliances, отказались от voluntarily части have своего abandoned суверенитета part of their и sovereignty. не в состоянии принимать And they're решения ни в incapable области экономики, of making ни в decisions области in обеспечения своей economy and in безопасности. ensuring their security. Я сейчас никого ни к чему не I'm not призываю. Я appealing просто to отвечаю anyone на or ваш вопрос. calling anyone to anything, but I'm Наверное, simply responding to your question. Yes, в какой-то possibly момент at a certain point in time, наличие драхмы, там, the наличие presence of национальной drama валюты, or ну, было бы a national currency целесообразно, потому что would можно be reasonable. хотя бы с помощью инфляции, ну, как-то регулировать You can социальные процессы through и inflation, избавиться at от least, социального certain напряжения, не social перекладывать processes все and get rid of на social плечи tension населения, and все not to сложности, shift связанные с all of the развитием burdens экономики. Но of в свое economic время development Греция on the приняла shoulders of the population. Back другие in the day, решения, Greece made a different decision. переподчинила себя значит, регулированию Redistributed itself to be с regulated помощью единой валюты и экономических решений в currency and Брюсселе. economic decisions in Это не Brussels. наше дело, это This is not суверенный our выбор matter. This is a sovereign choice греческого of the государства. Greek Как state. теперь в этих условиях поступать, What to мне do in сложно these сказать. conditions is Но hard for me to как say, but мне говорили некоторые мои as друзья и some of my коллеги из friends and Евросоюза, colleagues такие, from the кстати, еще EU есть, told me, в I still Брюсселе have some, принимается больше that обязательных Brussels для стран-участников makes Евросоюза more decisions that решений, are чем obligatory принималось Верховным Советом that it was used to СССР be done by the в Supreme дни Council of the существования USSR Советского Союза. during the Soviet times. Здесь есть и плюсы, есть и There are минусы, advantages and но это уже не наше disadvantages, but дело. it's not our Я matter. попробовал ответить I на tried ваш to вопрос, не answer знаю, to your question. I don't know whether не I знаю, succeeded. достаточно I ли. don't know whether it's enough for you or not. Вот так я думаю. That's на what I этот счет. think. Да. Thank you. Да, пожалуйста. Yes, please go Да, ahead. прошу вас. Over here. Сейчас дадут Yes, микрофон. you will have the mic to you. Большое спасибо, Владимир Thank you Владимирович, very тем более, much, что я Mr. пока President, первая женщина, которая especially since I'm the first участвует в woman сегодняшней to take дискуссии. part in today's discussion. Я хочу сказать, что I совсем wanted недавно, to с say that quite 23 года, recently, starting with африканская повестка 2023, стала the валдайской African agenda повесткой. became И the это очень Valdai важно, agenda. It's потому very что то, important что обсуждается because на what's Валдае, being важно не discussed in только для Valdai is интеллектуалов important и not only for экспертов, а intellectuals для and всей нашей experts, страны. but for all of our И country. очень символично, что It is спустя very symbolic один день после завершения one нашей day работы after we начнется finish первая our work, министерская конференция we'll Россия-Африка kick off the тоже в first Сочи. Ministerial Вы conference of Russia на and Africa in пресс-конференции Sochi as well. BRICS сказали, что At the BRICS Африка press вместе с conference, you said Юго-Восточной that Азией Africa, является together новым with центром глобального Southeast роста. Asia, is Сегодня вы one of повторили the эту global мысль. Понятно, что growth за centers. симпатии It is африканского clear населения that сегодня очень большая конкуренция. there is great fight for the sympathies К России отношения of the African прекрасные, population. несмотря на то, They что have в great 90-е годы attitude towards считается, Russia, Россия though ушла in из the Африки. 90s Когда it is believed that пересекаешь Russia left границу, Africa. тебя When you cross спрашивают, the border, откуда you're being ты, asked, и ты where do you говоришь, come я из from? And you России, say, они говорят, I'm о, from Russia. Раша, Путин. And they say, Russia, Putin. That is indeed so, almost И это all around связано, на мой Africa. взгляд, с тем, And что I think Россия, it has to do в with the отличие от fact that Запада, который Russia, грабил unlike the West, народы для that used собственного to благополучия, plunder обеспечивала those nations for африканцам не their только own benefit, политический, но и ensured экономический суверенитет. political Стояла у and основ economic создания sovereignty of the African states африканских and стран, stood at the развития origins гуманитарного of African пространства и так далее. economic space and humanitarian space as well. But in terms of competition, China, India, and old players, and even Turkey and countries of the Persian Gulf and Iran, Russia needs to find its niche where it would be best for Africans. We, as experts, also have our proposals, but we need to pay attention to. But you have held dozens of negotiations with African leaders, and multiple with many leaders. During those negotiations, was there one promising dimension that everyone would be talking about, that every African leader mentioned? Thank you. Вы знаете, все-таки
Африканский You know, континент African огромный, continent is tremendous уровень in size, экономического and the level of развития, economic уровень development состояния в сфере безопасности очень security разный. situation is very different. Я соглашусь с вами в том, что can у нас agree нет with you противоречий практически ни That с we одной have no африканской страной. contradiction basically with И not уровень with any African доверия, country. And the level of симпатии trust взаимной очень and высокий. liking towards each other is very Прежде high. всего потому, что в Primarily истории due наших to the fact отношений that с in the африканским history of our континентом relations with the African continent, не было никакой тени, никогда. there was never even Мы a shadow никогда of не занимались trouble. We эксплуатацией never африканских exploited народов, никогда не the занимались African nations. Там чем-то антигуманным на африканском континенте. Наоборот, всегда поддерживали Африку, африканцев в их борьбе за свою независимость, за суверенитет, за создание каких-то базовых условий развития экономики. Но теперь, конечно, в современных условиях нужно по-новому и работать. Для всех практически очень важно, если что-то есть общее, созданием благоприятных условий для развития в области безопасности. Потому что вот эти неоколониальные инструменты, они сохранились в экономике со стороны западных стран, но и в сфере безопасности тоже. И все это в совокупности давало определенные преимущества и возможность использовать эти неоколониальные инструменты. Но это людям уже надоело, тем более, что отдачи-то большой они от этого не видят. Вот на этих, я уже говорил, могу только повторить, на наших встречах, на саммитах и на двухсторонних встречах африканцы никогда ничего не просят, не клянчат. Они не стоят с протянутой рукой. Они, во-первых, быстро развиваются, во-вторых, чувствуют, что у них есть ресурсы и возможности, а в-третьих, они просят только об одном — наладить естественное, взаимовыгодное сотрудничество. И мы тоже к этому стремимся. Но мы, конечно, не можем это делать на государственном уровне, так как это делают в Советском Союзе. Мы стараемся создать условия для работы наших компаний ведущих. Тем более, что инвестиционный потенциал наших компаний очень высокий. Он реально очень высокий. Речь идет о возможности вложений сотней миллионов долларов. Я без преувеличения говорю. Но мы вот сейчас вот в Египте, скажем, строим атомную электростанцию. Мы уже инвестируем туда почти 20 миллиардов долларов. Так, на минуточку. Значит, но и в других странах, в других областях мы готовы также работать. Но, конечно, трудно очень работать в сфере экономики, если не созданы условия для обеспечения безопасности. Ведь, скажем, в сахельской зоне, Сахельская, она до сих пор там людей терзают различные полутеррористические или террористические группировки. В той или другой стране внутриполитическая нестабильность. И практически все обращаются к нам с помощью помочь им в этой сфере. С удовольствием в рамках международного права мы стараемся им помочь. При этом мы никого не пытаемся выдавливать оттуда. Понимаете, вот иногда на нас обижаются некоторые европейцы. Вот, вы создаете условия, нас выдавливают. Да мы здесь ни при чем, просто вас не хотят там уже видеть. Вот в этом все дело. И чтобы не образовался вакуума в сфере безопасности, они нас просят этот вакуум заполнить. Мы стараемся делать, но достаточно аккуратно, но все-таки настолько эффективно, насколько требуется для решения этой задачи. Да, очень много, и прежде всего нужно делать в сфере экономики. Мы постараемся в этом направлении работать. А вот такие встречи, как будет завтра или послезавтра, министерская встреча, такие встречи призваны создать благоприятные для этого условия. Но и подготовка кадров продолжается, она до сих пор идет. Подготовка, причем кадров и в гражданской сфере, и в военной сфере, в наших учебных военных заведениях обучаются специалисты, будущие специалисты вооруженных сил этих госугосударств. И в сфере подготовки кадров в правоохранительных
правоохранительной области то же самое. В общем, мы будем работать по всем направлениям. В сфере культуры. У нас же огромный интерес в России к культуре народов Африки. И надо сказать, что это взаимный, конечно, интерес. Будем напряженно, ответственно, системно работать по этому. Дайте, пожалуйста, микрофон тому, кто вам приглянется. Yes, please give the mic to whomever you take liking to. Yes, please. Great. Кто вам приглянул? I'm happy to be the second woman raising the question to you, Mr. President. I'm Hua from Beijing Club for International Dialogue. If we make this assumption, if we go back to 2 years ago, probably February 2022, what would you say to Chinese leader about the Taiwan issue at that time? And if we look forward to another quarter from now, 25 years, say 2049, what in your mind a multipolar world will look like? And isn't a major force of this pushing to the multipolar world it should be a unified country? Thank you. Я начну с того, чем вы закончили. Мне бы хотелось, чтобы мир был сбалансированным, и чтобы в нарождающейся многополярной системе учитывались по максимуму, насколько это возможно, интересы всех участников международного общения, чтобы была создана система, которая бы учитывала интересы друг друга, и чтобы был создан механизм поиска компромисса. Надеюсь, что нам удастся создать такую систему. Во всяком случае, стремиться к этому нужно. Кто этого хочет, если такие силы, которые стремятся к этому? Есть, конечно. Прежде всего, это участники БРИКС. Мы только что об этом говорили, и говорили об этом на саммите в Казани. Но это, извините меня, это немало. Ваша родная страна, Китайская Народная Республика, это Индия, это ЮАР, это Бразилия, крупнейшая страна Латинской Brazil, biggest country of Latin America, it's also Russia, which your humble servant here represents. The Russian people as a whole, I assure you, wants that. We want peace in the world. We want an environment which is conducive to everyone's prosperity. Across the international community. So there's no way for me to forecast what the world is going to look like, but this is something we need to aspire to. Yes, please. Please stand up. Yes, over to you. Mr. President, thank you for your in-depth analysis, for your responses to the questions we've posed. You said that sometimes it's difficult to talk about means and military means. My question is about that. Yes, please speak into the mic. My question is precisely about that. Russia has traditionally criticized the use of military force for resolving difficult international situations, but in 2022, Russia resorted to using force. You make a convincing argument why this was necessary, and your explanation is very convincing as to why Russia was in the right to use force back then. But, you know, if you И конкретно, если спросить зачем в этом регионе Россия признает право на применение военной силы, а чьи военные акции считает незаконными в современных условиях того кризиса, который развивается. И еще уточняющий вопрос в этой связи, почти такой технический. В каких границах Россия признает Израиль?
Потому что, когда речь заходит об агрессии, самообороне, апелляции к этому базовому праву, то вопрос границ, конечно, возникает. Спасибо. Это несложный вопрос. Ситуация сложная, а вопрос несложный. И я попробую сформулировать его сразу в двух частях. Россия считает необходимым исполнить все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Израилю и Палестине. Это не конъюнктурная политика, эта позиция является традиционной еще со времен Советского Союза, и Россия продолжила эту линию, так что если будут исполнены все решения Совбеза и Генассамблеи по поводу создания двух независимых суверенных государств, это, на мой взгляд, и будет основой для решения кризиса, каким бы тяжелым и острым он не был, сегодня. Владимир Владимирович, не могу не доспросить, раз уж зашла речь о границах, а Украину мы в каких границах узнаем? Знаете, мы всегда признавали границу Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но обращаю ваше внимание на то, что в Декларации о независимости Украины и Россия это поддержала, значится, что Украина является нейтральным государством. Но затем и на этой базе мы признавали и границы. Но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора. А мы так и договаривались. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда и нигде не поддерживаем никаких государственных переворотов, не поддерживаем его и на Украине. Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с этим госпереворотом не согласились, и признаем их право защищать свои интересы. У меня уже неоднократно состоялась дискуссия с генеральным секретарем ООН. Здесь секрета нет, я думаю, что он на меня тоже сердиться не будет. Он поддерживает тех, которые говорят о том, что мы нарушили нормы и принципы международного права, устава ООН, что мы начали боевые действия на Украине. Я уже говорил, но воспользуюсь, пожалуйста, вашим вопросом, повторю еще раз логику наших действий. Смотрите. Если в соответствии со статьей 1, по-моему, устава ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на юго-востоке Украины, не согласившиеся с госпереворотом, а это незаконный антиконституционный акт, имеют право на самоопределение. Так? Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, ссылаясь анализируя ситуацию вокруг Косово, принял решение, что какая-то территория, объявляя о своей самостоятельности, не должна, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория на данный момент входит, на момент принятия решения. Так, конечно, так, потому что это решение Международного суда ООН. Значит, вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете.
the right Так? Ну, to конечно, так. make a Это decision on their полностью соответствует sovereignty. сегодняшнему This международному is праву и уставу absolutely ООН. in line with Если это international так, law and the то UN мы имели Charter. право If that is the заключить case, с then этими we had новыми the right государствами to соответствующие межгосударственные enter соглашения. into an intergovernmental treaty Так? with these Ну, конечно, так. entities. Is that the case? Is that so? Yes, it is. Мы это сделали? Did we Сделали. do that? Yes, we В эти did. договоры включаются положения о взаимной These помощи. treaties Мы их ратифицировали и взяли на included себя определенные articles обязательства. on mutual aid. А We затем эти ratified государства вновь these образованные обратились к нам treaties, and then these с newly призывом о помощи в established рамках этих договоров. states Мы asked us имели for assistance under возможности и the treaties обязаны были we это had сделать. entered into and Что we мы had сделали? ratified. Пытаясь We were under прекратить боевые obligation действия, to help начатые them. We киевским режимом tried to put an end в to the hostilities 2014 that the Kiev authorities Мы не had unleashed начинали back in никакой ни 2014. интервенции, ни They did агрессии. not start Мы any kind пытаемся of aggression or прекратить ее. intervention. What we're trying to do is Вот put an end генеральный секретарь все это to this выслушал, aggression. кивал The молча, говорит, UNSG ну да, listened to all of ну да, that. He хорошо, was но все nodding равно ты in напал. silence, and he Вот. said, yes, all right, but still you're the ones, Я не шучу. you're the Это one прям who слово в слово. attacked. And I'm not joking. This is Но almost exactly what he said. рационального ответа-то нет. But there is no rational answer to that. Где в этой цепочке There is ошибка? a chain of logical reasoning. Что Where я is сказал the не error? так? What is wrong that I Где мы said? нарушили международное право и устав? When did we Да нигде violate нет этих the нарушений. international law on the UN Charter? А There's no если это error так, or то violation. граница And if that is the Украины должна case, проходить then в соответствии с решениями, с should суверенными решениями be людей, которые проживают in на line определенных with the территориях sovereign и decisions которые мы называем made своими by the историческими территориями. people who live in those territories Вот все that we зависит call от our динамики historical territories. происходящих So it событий. depends on the Владимир dynamics Владимирович, of the current вернуться, если к events. первому звену Mr. вашей President, if we цепочки, get back to the first можно ли так понимать, link что in когда your будет chain of нейтралитет, reasoning, тогда про границы do we поговорим? understand if there is neutrality, then we could talk about borders? Если нейтралитета не будет, If there то is no neutrality, трудно себе then представить it's difficult наличие to каких-то imagine добрососедских any отношений kind между of Россией good и neighborly Украиной. relations between Почему? Russia and Потому что Ukraine. это Why is значит, that? Because что that would Украина mean будет that постоянно Ukraine использоваться would в be качестве инструмента в constantly чужих used руках as a tool in и someone else's во вред hands интересам Российской to the Федерации. detriment of Russia's interests. Таким образом, базовых условий для So нормализации basically, отношений создано не будет. the И basic conditions for ситуация будет normalizing relations развиваться would по not be there, непредсказуемому and the сценарию. situation could take an unpredictable turn. Нам бы очень хотелось этого избежать. We would very much Напротив, like to мы avoid настроены that. как Quite раз на the то, contrary. What we чтобы want создать is условия для building долгосрочного урегулирования. an environment for durable И чтобы settlement. Украина в конце концов стала We независимым, want суверенным Ukraine государством, to be а не a была truly independent инструментом sovereign state в rather than руках being a третьих tool стран и in the не hands of some использовалась бы в их third интересах. Вот nations смотрите, used что by сейчас, them скажем, to происходит further на their own линии боевого interests. Let's have a соприкосновения. look at what's currently happening Или, at the скажем, line of contact. в Курской Or in области. the Kursk Вот они region. зашли в Kurскую область. They entered Kursk region, Потери колоссальные. Больше and they're за 3 suffering месяца terrible боевых losses. действий. Потери These больше, losses are чем за весь прошлый more год within the у киевского режима. 3 months Свыше 30 than they тысяч. suffered over the 2023 танков as a меньше whole, потеряли. more Сейчас than где-то 30,000. около They 200, а в прошлом lost году за весь fewer год tanks, потеряли там around 240, 200. по-моему. Зато Last других year they просто lost меньше танков стало. 240. Вот и So потери меньше, they меньше simply have fewer используют. tanks, they use them less frequently, and that's why the А почему они losses там are somewhat сидят, неся такие потери? fewer. Да потому But что why are they suffering приказано such losses? Because they have an из order океана любой from ценой, the именно ocean любой ценой держаться хотя бы до выборов, cling on чтобы показать, at что any все price усилия to this part of land before the election to demonstrate администрации that all the Демпартии efforts of the на Democratic киевском Party направлении, на administration украинском направлении with были не regard to напрасны. Ukraine had Держаться not во been что бы то ни in стало vain. любой So you ценой. have Вот to это cling цена. on at any price Ужасная трагедия, to считаю, these и territories. для And this is the price they have украинского to народа, и pay. для And I think украинской армии. this is a И terrible tragedy решения, for the Ukrainian не people as well as for the продиктованные не Ukrainian armed военными forces. соображениями, And если these по-честному сказать, orders are not dictated
dictated by the military logic. Rather, these decisions are dictated by political motives. Right now, there are certain parts of the front line, say Kupiansk direction. I don't know whether the military spoke about that. There are two
в одном очаге, практически окружении. Войска украинские прижаты к водохранилищу. Где-то около 10 тысяч группировка заблокирована. В другом, под Купянском, там около 5 тысяч. В окружении уже. И пытаются навести понтонные переправы для того, чтобы частично выкрыть хотя бы, наша артиллерия их мгновенно уничтожает. На направлении, значит, в зоне ответственности нашей группы «Центр». As far as the other part of the front line is concerned, where the center group of armed forces is acting, there are two pockets in encirclement, and soon there's going to be a third one. The military, the Ukrainian military, see all of that, but the decisions are made at a political не в level, интересах ни украинского государства и тем более украинского народа. which is not Если in the это будет interests продолжаться of бесконечно, the то, конечно, это не nation or the приведет Ukrainian people. к If it созданию continues like that благоприятных условий endlessly, для then it восстановления won't lead to favorable conditions for the и re-establishment сотрудничества of между peace, соседними calm государствами and на good neighborliness длительную and историческую cooperation перспективу. А именно к on a этому durable мы и должны basis. стремиться. Even Именно though к this is этому precisely и what we стремится should be Россия. Поэтому мы и striving to говорим, achieve, that мы is what готовы к Russia мирным needs переговорам, но только не на базе and that is why we're каких-то open to хотелок, название peace которых talks, меняется not on some, от месяца к месяцу, on the basis of some made-up на базе notions реалий, based которые on wishful thinking. We have to act based on the realities that we see. На основе договоренностей, которые And были also on достигнуты the в basis Стамбуле, of на agreements базе, that исходя have из been реалий achieved in сегодняшнего Istanbul. дня. Of course, on the Но basis, только but речь должна taking идти into не о account перемирии, the как бы на realities полчаса of today. или And this should not be a truce or a ceasefire that is going to last half an hour or 6 months until their stockpiles of munitions have been replenished. No, we have to achieve a settlement that is going to be within the interests of our two nations, which are brotherly nations, however muddled that might seem amid the current rhetoric in the Ukrainian-Russian relations. Вот наша позиция, она понятна, This is our ясна, stance, будем it's clear, в этом it's well направлении understood, действовать, будем and this is двигаться the в этом path we're going to pursue. Владимир Владимирович, 23 часа 18 минут сейчас. It's пора завязывать, 11 как говорят, hours, друзья. 20 Давайте еще блиц несколько вопросов и закругляться. Quick Так, questions, ну and then we'll давайте. wrap up. Yes, please. Вот Алжир. Algeria, please. Akram Kariev from Algeria. Mr. President, in regard of this horrifying genocide happening in Palestine, would Russia endorse and help the international community reintroduce the bill regarding the criminalization of the Zionism that was retrieved in the 80s from the UN? And second thing, Mr. President, you mentioned in the Olympic Games the case of the female boxers. I think we all know here that it's about the Algerian one, and that it's a lady. Her father says it's a lady. Our society is a very conservative one, and this would never happen. Anyway, thank you. Вы знаете, если она женщина, дай Бог ей здоровья и новых спортивных достижений, тогда я говорил не о ней. Я говорил о том, что невозможна ситуация, когда кто-то объявляет себя женщиной и выходит с женщинами соревноваться. Хотя, прошу прощения, хотя внешние половые признаки говорят о другом. Значит, но некоторые теоретики спорта полагают, что внешние половые признаки здесь ни при чем. Вот так вот человек объявил себя женщиной и вперед. Значит, так можно дойти до чего угодно. Это первое. Второе по поводу сионизма. Я понимаю, много раз об этом говорил. Говорил о том, что любые действия, они должны быть соразмерными. И тому, что происходит с другой стороны.
Мы, безусловно, осуждаем любые проявления терроризма. Naturally condemn all kinds of all manifestations of terrorism, and the attack on Israel was such a manifestation on the 7th of October. That's when it happened. Но, конечно, ответ должен быть соразмерным. But the response Вы should знаете, be сейчас нужно стремиться к тому, чтобы what we need to strive for right now к минимуму, к нулю страдания палестинского народа. Надо прекратить немедленно боевые действия. Надо сделать все для того, чтобы и Израиль, и Палестина, в данном случае Хамас, договорились об этом. Можно сколько угодно обострять, обвинять, значит, осуждать. Но сейчас самое главное — прекратить боевые действия немедленно. Вот Израиль ведет там боевые действия, да? И, казалось бы, уже там негде воевать. Боевые действия продолжаются. Вооруженные формирования того же Хамаса, они ну и как долго это может продолжаться? Или вот на юге Ливана. 63 тысячи, по-моему, группировка по нашему представлению стоит. На южную часть Ливана зашли войска. Но основная группировка стоит на границе. Нельзя доводить и там до трагедии. Надо искать пути к тому, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Вопрос, они вообще есть? Это возможно? Я считаю, что да. Возможно. Как это не покажется странным. И у нас есть даже свои соображения на это. Мы пытаемся даже разговаривать со всеми участниками этого конфликта. Пытаемся нащупать, что могло бы быть приемлемым для всех. И в целом там свет в конце тоннеля может и замаячить. Вот, мне кажется, вот над этим сейчас надо всем нам думать. Полагаю, что это возможно, как это не кажется наивным. Но это возможно. Мы в постоянном контакте. Буквально со всеми. Если не каждый день, то каждую неделю. Вот давайте попробуем идти по этому пути. Я очень боюсь хоть что-то разрушить из тех усилий, которые мы сейчас прилагаем. Мы и с некоторыми нашими партнерами в контакте по этому вопросу. Общее желание. Мне кажется, я говорю искренне, то есть не кажется, я говорю искренне, мне кажется, что мы здесь в правильном направлении движемся. У меня такое чувство, что на сегодняшний день уже практически все вовлеченные в этот тяжелый процесс участники, они все уже не хотят, как минимум, не хотят дальнейшего развития в сторону конфронтации, а наоборот тоже думают о том, как выйти какие-то договоренности. Давайте об этом сейчас. И мы работаем над этим. Это, как не покажется странным, у нас у самих конфликт с Украиной, но поскольку к нам тоже обращаются многие участники конфликта с идеями, с предложениями, мы в естественном контакте со всеми, то мы на этом треке тоже стараемся как-то внести свой, так скажем, аккуратный и скромный посильный вклад в решение этих проблем. У вас раньше были очень хорошие личные отношения с Нетаньяху. Они сохранились? Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия, они своеобразные очень. Что там говорить? Они накладывают отпечаток на все. An impact on everything, including on our relations. I used to have good relations with Macron as well. I used to talk to Scholz as well, but at some time they thought that it's unnecessary. Well, I had good normal relations with Trump as well. I don't know whether he wants to talk or not. I was in good relations with Biden. We've met with him in Switzerland, and when he spoke on the phone, we joked and laughed. Так,
Вот Саудовская Аравия. Saudi Arabia, please. I'm happy to see you, Mr. President. It is mutual. Your speech in this audience brings along the memories of your Munich conference speech in 2007. Indeed, the world order stopped being unipolar. We now have three great powers, the US, Russia, and China. It seems that these countries will compete against each other. A hot war between them is unlikely, because each of them have weapons of mass destruction. However, trade wars have already been started by the West, and that might evolve into financial wars. Therefore, my question, Mr. President, is Russia prepared for such evolution of events, especially if these wars are long-term? Or do you think the world order has another scenario of development? Thank you. Ну, во-первых, в качестве в число великих держав, безусловно, надо включить Индию. 1,5 миллиарда человек. Самые большие темпы экономического роста среди крупных экономик. Культура такая древнейшая и так далее. И перспектива. Очень хорошая перспектива роста. Ну, есть и другие быстро развивающиеся страны, которые, безусловно, будут входить в число государств, оказывающих большое влияние на текущую политику, на мировое развитие и на будущее человечества. Смотрите, что с Индонезией происходит. 300 миллионов. А в некоторых странах Африки. Вот. Саудовская Аравия, кстати, играет очень большую роль в мировой энергетике. Одного этого достаточно. Одного движения, одного слова наследного принца достаточно для того, чтобы повлиять на мировые энергетические рынки. Влияние колоссальное. Вот что касается тех стран, о которых вы упомянули, вы сказали про соперничество между ними. Но вы знаете, здоровая конкуренция, она всегда хороша, она никому не вредила никогда. Я говорю это без всякой иронии, правда. Это просто вызывает к жизни внутренние силы той или другой страны, помогает ее развитию. Монополия плоха. Ну, там за океаном говорят, что только один случай есть хороший, когда монополия хороша, она своя. Но это шутка, потому что на самом деле это плохо. Она подрывает внутренние основы, внутреннюю энергию роста тех, кто сидит на этой монополии. Поэтому здесь ничего такого особенного нет. Главное, чтобы вот эта конкуренция естественная не перерастала в агрессию какую-то одной страны в отношении другой. Главное, чтобы выработанные и согласованные между всеми участниками международного общения правила, именно согласованные, а не кем-то придуманные ради себя и в своих интересах, чтобы они соблюдались, чтобы вот эти ограничения, санкции, которые мы называем нелегитимными, не принимались и не использовались в качестве инструмента конкурентной борьбы. Почему я говорю нелегитимные? Потому что они противоречат действующим международным нормам ВТО там, и так далее. Поэтому они нелегитимные. Что же здесь легитимно? Это очевидная вещь. Но их политизируют, а потом используют в конкурентной борьбе. Ну, введение санкций против России или введение санкций против Китая. Часто это идет
во вред тем, кто это применяет. Ну, США и Китай, у них огромный объем экономического взаимодействия. Volume of economic cooperation. Well, sanctions were applied against China. What's next? И сами себе, может быть, в ущерб что-то сделали. Possibly they shot themselves in the foot. В Европе, например, значит, ограничивают китайские товары, вводят ограничения. А на чем Европа сидела? Сами же европейцы признают два главных преимущества: относительно дешевые энергоресурсы из России и дешевые товары ширпотреба из Китая. Ну и чего сейчас будет? Не прикроют это, добровольно взяли, отключили наши энергоресурсы, относительно дешевые, повторяю. Ну вот мы видим, на грани рецессии там все балансирует. Или сейчас откажутся от достаточно дешевых китайских товаров, чего будет? Инфляция. То же самое в Штатах будет происходить. Там проблем достаточно. Достаточно проблем. Тройной дефицит. Значит, 34 уже миллиарда там долг. Значит, дефицит внешней торговли. Дефицит, значит, связанные с бюджетом. Бюджет сколько у них там? 6%. У нас при всех ограничениях, которые они нам пытаются вводить, дефицит около 2%, меньше 2%, а там 6%. Сами себе подрывают способы развития, институты развития, сами подрывают. Поэтому здоровая конкуренция, да, она естественна и возможна. Использование незаконных инструментов в качестве конкурентной борьбы плохо и будет наносить ущерб прежде всего тем, кто их применяет. Надеюсь, что это осознание этого придет на таком здравом, хорошем политическом уровне, и мы сможем обо всем договориться. А как это сделать? Я говорил в своем выступлении. Давайте будем заканчивать, но вы меня, я по диплому филолог-германист, вы меня страшно взволновали. Филолог-германист. Вначале, да, гармонист я. Но вы тоже гармонист были? Нет, я юрист. Вы очень меня взволновали тем, что сказали, что забываете немецкий язык. Troubled me by saying that you're forgetting the German language. Well, I'm not using it. You have to use it as a musical instrument every day. Можно я дам слово Роджеру Кёпелю? Он у нас главный представитель немецкого языка. Роджер Кёпель из Швейцарии, пожалуйста. Это Свитцердойч. Ну да. Он может и хох тоже. Thank you very much, Mr. Lukyanov, Mr. President. That was a very impressive, outstanding evening. I've never seen a leader of your stature communicating on this level so long, so late in the evening. Congratulations. It's fantastic. However, I want to challenge your term collective West. Probably I consider to be part of the collective West. I don't consider myself to be part of any collective. And I don't see a collective West. What I see is a group of politicians with increasing problems. We see governments hanging in the ropes. We see a leadership crisis. I had a summit meeting organized in Vienna with former Chancellor Schröder and Prime Minister Orban. Chancellor Schröder was the last guardian of strategic autonomy of Europe, as you well know. And it was interesting because I could see there was a huge interest in these kind of events. And I see there are rather seismic changes about in Europe. The landscape is changing. And this is where I allow a slight criticism of you. With great power comes great responsibility. And I think you're neglecting the communication to the wider public in Western Europe, in old Europe, in the German-speaking part of Europe, because you as a person, as a president, as a politician with your country, you're an extremely important topic in politics. And if you would communicate, if you would encourage these people, this could have an effect without interfering in elections, but it would have an effect in
helping to bring about changes that many people want in Europe. And my question is, do you share this view, and would you be willing to give interviews to independent journalists without naming some president? Thank you very much for your Вы знаете этого журналиста? You know this journalist. Знаете, вы вспомнили про господина Шрёдера. Есть там очень добрые личные отношения. Very good personal relations with him. We used to have them, and we have them now. Он удивительный человек для современного европейского политического класса. Я говорю без всякой иронии, без всякого преувеличения. Удивительный почему? Потому что у него есть свое мнение, и он его свободно формулирует. Вот когда начали портиться отношения с Россией, он не побоялся свои позиции формулировать, публично их излагать. Вот смотрите, а что его начали обвинять во всех смертных грехах? Я просто старался никак не вмешиваться, ничего не комментировать. Ну, что он делал? Вот что мы с ним сделали? Мы построили Северный поток. Газ поставляли в Европу. Чего здесь плохого-то? Вот сейчас нет в Германии российского газа. А последствия и вот наступившие тяжелые. Не только из-за этого, но в том числе из-за этого. И вот сейчас, вот мы сейчас пока не видим ничего, что могло бы это все заменить. Я вот когда с нашими экспертами разговариваю, просто вот сейчас я скажу, да, это не я говорил, это повторю, что они сказали. Но я не хочу никого обижать. Боже упаси, так звучит, конечно, звучит не очень хорошо. Я все-таки спрашиваю у своих коллег, у экспертов, я говорю, вот чего в Европе не хватает сейчас? Ответ такой, мозгов вам не хватает. Вы знаете, не потому что они глупые, нет. А потому что решения в сфере экономики принимаются политиками, которые к экономике не имеют никакого отношения. Решения политизированные, не просчитанные и не имеющие под собой реального обоснования. Это касается и зеленой повестки. Ну, благородная вещь, борьба за климат. Ну, конечно, благородная. Это нас всех настораживает, да, некоторых пугает. Но специально пугать, чтобы потом протаскивать решения, которые нереализуемы. Но это же нечестно по отношению к избирателям. Ну, нечестно просто. Вот зеленая повестка хороша, да, хороша. Нужны новые инструменты, технологии, нужно. А можно ли прожить вот такой экономики, как Германия, на исключительно новых технологиях? Ну, невозможно, надо сокращать объем экономики. Или вернуться к угольной генерации, как сейчас происходит во многих европейских странах, в том числе и федеративной республике. Вот под давлением раскачали общественное мнение, напугали людей, взяли, убрали атомную генерацию, потом угольную, потом и газ не нужен, потом нефть одумались, газ начали поставить по разным каналам. Шрёдер это делал. Он делал это не в интересах Российской Федерации, не потому что нам создал условия для продажи и получения какой-то экономической выгоды. Он делал это исключительно в интересах немецкого народа. И боролся там за то, чтобы наилучшие условия были этих поставок, там, и создания этих инфраструктурных возможностей. И судя по тому, что происходит в немецкой экономике после того, как эти возможности утрачены, результат его работы был очень хороший. Вот теперь мы видим, этого нет, а вот результат. Но он это делал.
and right now see what they Он have принимал lost. решения He was doing what was совсем needed to be done. непопулярные с точки He зрения did take внутренней экономической политики. decisions that were widely Рисковал своей unpopular in политической terms of карьерой и internal делал это politics. сознательно. Нужно было просто Put принимать his решения не political очень career популярные в at сфере risk, and he сокращения did that deliberately социальных when расходов и так unpopular далее. Но decisions had с to be экономической taken точки зрения это to было совершенно curb необходимо. the social Он знал, что spending, это but economically повлечет that was a sound неблагоприятные для plan. него He политические knew that would have последствия. Но он все равно на это negative пошел. political Он, знаете, consequences for his человек, career, который and yet he did it anyway. принимает решения Here's a не в person своих интересах, а who в интересах took decisions not in Германии. his own interests, but to serve the interests of Germany. Также выстраивал отношения во внешней политике. And he did the same in события в Ираке. Foreign Он policies. был против Let's remember the developments in Iraq. He was against Прямо the об этом American публично говорил, так же, intervention как и in Ширак. Iraq, and he spoke about чем that вызвал, publicly, конечно, just as неудовольствие Jacques Chirac, much to тех, the кто думал displeasure иначе, of those тех, who кто thought командовал differently and those who gave the из-за orders океана. from across the ocean. В конце концов, и In the end, оказался, значит, не удел. he Он очень порядочный человек. got chased out. И последовательный. Is a person with Таких integrity немного. and also a Есть в consistent Европе person. такие люди. People like that are not совсем numerous. немного. They По do пальцам exist in пересчитать. Europe, but very few, на just a одной руке handful. будет достаточно. One Поэтому, но hand вы will be знаете, я enough, думаю, что это to все равно будет count them в on Европе your fingers. происходить. But I think that said, Потому что these processes will still continue to люди же happen видят, in что Europe because происходит people can в see реальной what is жизни. happening Если in real life. увеличивается разрыв между так They can see называемыми a правящими growing элитами, которые в силу within the самых ruling различных elite причин вынуждены, я скажу так, вынуждены that даже ориентироваться на are чужие интересы. forced to И основной be массой guided населения. by some external interests и due to рост different reasons. национально I'll be very ориентированных cautious in политических formulating сил that, and the растет rest. и And будет расти. the number of politically, domestically oriented political forces is going to grow. По поводу того, что я, как вы сказали, уклоняюсь от You said that I'm avoiding общения с широкой аудиторией. communicating with the wider public. Вы знаете, я считаю некорректно обращаться I напрямую do not к think населению it тех is стран, proper for me to руководство address которых directly the citizens of those countries whose leadership basically anathemizes us, unwilling to listen to any arguments we have to offer. Соответствующие Yes, we структуры can тоже зажимают, work, несмотря на декларируемую we've got the свободу media, слова. but they are being hounded despite the proclaimed freedom of speech. Our media are prevented from doing their work both in Europe and the US. Enormous difficulties are being created to hamper their work. Ask them and they will tell you. We have just one thing we can count upon, that is Russia Today, because we do not have as ramified a system as the Anglo-Saxon world can boast of. But they're even afraid of Russia Today. But I'm open as circumstances allow. I met with Tucker Carlson. From time to time, I've got contacts with journalists, Western journalists included. So, well, talking directly, it often leads to an unhealthy reaction. There's this stream of consciousness as well. You remember the new president-elect, he was accused of ties with Russia. There were hearings in Congress, there was an inquiry, and they found nothing, because there was nothing to find. They could corroborate or prove nothing, because there was nothing to prove. And so much energy was spent on that. It could have been spent better elsewhere. And I do not want to create problems for anyone, honestly. Третье и четвертое. Вы знаете, все процессы, которые в той или другой стране,
они должны происходить внутри страны. That all internal political processes have to stay и вот эти inside. национально ориентированные политические силы, они будут расти не потому, что я что-то говорю нашим единомышленникам в Европе, а таких много, и в Штатах много таких единомышленников, а потому что это диктуется законами внутреннего развития общества. Это самая прочная основа будущих изменений. Они будут, наверняка. Последнее. Вот в западных, закончим как-нибудь. В западных комментариях постоянно встречается одна мысль. Вот недавно опять вчерашняя встреча. Мысли есть, уже хорошо. Уже есть, да. Мысль очень хорошая. Мысль, кстати, со стороны тех, кто как будто бы, позитивен. Так вот они пишут, что с Путиным, понятно, ничего невозможно, но Путин рано или поздно уйдет, а вот тогда с Россией надо будет налаживать ее и интегрировать обратно, потому что она вернется на прежний путь. Вернется она на прежний путь. Россия идет своим путем. Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Но ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, к которому она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен такой скрытой, завуалированные интервенции в отношении нашей страны, направленные на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ — это самый простой народ, простые граждане, вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники. Вы знаете, вот вся логика происходящих событий, ведь она что показывает? Люди поняли, что происходит, поняли, что пытались с нами сделать как бы красиво, это не выглядело, и как бы на покровительство, покровительственно не похлопали по плечу. Именно с этим связана такая необычная, я бы сказал даже, консолидация российского общества. Именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные стратегические интересы страны в укреплении ее независимости, самостоятельности, суверенитета. В ходе предвыборной нашей президентской кампании, я помню, особенно не было времени следить за всем, но смотрел, включил телевизор, иностранный корреспондент какой-то, кстати, иностранный, не помню какой, подошел на улице к мужчине в Белгородской области. Можно в архивах найти. You can search for that in the archives. And he asks the question, where are you going? To the pole, but it's dangerous because there are UAVs, drones that can fly to the pole, and you can get injured. Why are you going to the pole? Are you not afraid? And the response, the reply was very simple. He's in his 30s or 40s. He said, "I am Russian." And then he turned away and he went back to his business. And I think any Russian citizen could say that, regardless of where they hail from the Volga region, because we've got more than 190 different peoples from the north of Russia, from the northern Caucasus. All of these developments, all of these events have brought our society to an unprecedented level of consolidation, as well as to an unprecedented level of understanding what our sovereignty is and how much is at stake, because sovereignty is a sine qua non for Russia's development. Спасибо, Владимир Владимирович.